Блин. Ну ты реально себя здесь властелином мира чувствуешь, да? Ну да. Блогеры – новые короли мира. Им завидуют, они раздражают и бесят. Пока одни перебиваются до получки, эти молодые миллионеры переехали в Дубай, где гребут деньги лопатой. Мы продали уже больше, чем на 400 миллионов. Живешь на 150 тысяч долларов в месяц, тебе 26 лет. Вот эти блогеры, да, охреневшие? Сегодня они могут позволить себе снять квартиру за 2 ляма рублей в месяц и купить все, что захотят. А часики настоящие? Да, 55 тысяч евро. Это кроссовочки 85 тысяч, Баленсиаги 65. Как, черт побери, они заработали эти бабки? Когда ты поймешь вообще, блин, как классно жить вкусно, ты начинаешь что-то делать. Специально для вас мы нашли 2 блогеров, которые заработали себе на роскошную жизнь и узнали их грязные тайны. Я укладывал асфальт в Краснодаре с алкашами, с зэками. Да. Так, привет. Так, Женя, ты вот в этом здании живешь? Да, в этом великолепнейшем здании с дыркой, как его называют. С дыркой. Сколько стоит там квартира? Но сейчас самый сезон в связи с сложившейся ситуацией 27 тысяч долларов в месяц, потому что это короткий рент еще. Мы пока сняли только на 3 месяца. То есть 27 тысяч долларов только в месяц, Да. только аренда? Да. Что там за квартира? Ну, придем, посмотрим, я покажу. На самом деле ничего особенного, правда. Просто здесь, это Дубай, Паша. Ну, это нормально. Окей. Так, мы приехали в гости к одному обнаглевшему блогеру, который понтует за своими тачками и цепочками. Пойдем с ним познакомимся. Что это? Что это? Кулачка давай. Блин, ну это не серьезно, чего? Ну ты... Ну скажи, что надо сделать? Ну Я прям просто- такой, ну ты помнишь вот эти такие рэперы американцы, какие вау-вау-вау, чувак, давай, там, че, как давай? Ну вот такой, ну чтобы вычурно, понял? Мы приехали в гости к одному очень наглому блогеру и попросили его дать нам интервью. Пойдем с ним познакомимся. Очень наглый, очень наглый. Так, здравствуйте, здравствуйте. Сабро! О, бля. Да, Еще кого? ладно, я понял. Ты, короче, актер из тебя так себе, да? Вот именно. Ладно, так. Ну, а что за цепочка такая? Это дорогая или это... А, это такая бижутерия, да, какая-то? Ну, просто чтобы вот так. Да. Ладно, а очки Гуччи настоящие? Да, или... конечно, а, это... настоящий. а это уже В Женеве настоящие? купил 1000 евро. А, я понял. А часики настоящие? Да, 55 тысяч евро. 55 тысяч евро. А тачка арендованная, да? Да, тачка, да. Ну, а если... Сколько стоит аренда? Эта аренда стоит 1900 долларов. в сутки. За сутки, да? Да. 1900 долларов. Ну, ты вот сегодня взял покататься. Просто разочек, да? Ну, в Почему принципе, разочек? Я ее надолго взял. На сколько ты ее На взял? неделю. Я меняю каждую неделю машины. Подожди, ты на неделю взял? То есть ты типа Да. десяточку бахнул? Неделя Даже гелик у меня, неделя Урус была, сейчас Макларен, потом Фера. И я думаю еще Авентадор взять. Подожди, ты на аренду тачек каждую неделю тратишь там 10-15 тысяч долларов? Так ты правда охреневший блогер? Да это еще мало. Ты Бугатти не видел. Она вообще бесценная. Я в Швейцарии на Бугатти катался. Ну это ты не рассказал, тебе друг дал покататься. Да. Не, ну то Но 15, это все фигня. 15 тысяч долларов тратить только на аренду тачек в неделю? Да? Фигня? А ты не считаешь, что ты охренел? Нет. Почему? Ну почему, если у меня есть возможность, я охренел? Ну люди в мире голодают, там, нуждаются. Я тоже голодал. Я тоже нуждался. Мне никто не помог, я сам все сделал. Ты блогер? Ну, я бы себя называла в первую очередь психологом, а потом бы уже, наверное, блогером. То есть ты как психолог зарабатываешь столько денег, чтобы за 27 тысяч долларов арендовать себе квартиру? Слава богу, да, наконец-то наука приобретает обороты, и ты можешь зарабатывать онлайн хорошие деньги. И на самом деле я считаю, что это правильно, когда люди сейчас начинают проявляться, и психолог выглядит не человек в очках, сидящий в кресле, а действительно успешный, должен зарабатывать. Почему у нас врачи, психологи, ассоциация в России, что это какая-то бедная профессия? Я считаю, что должно быть по-другому. А лет через 20, мне кажется, психологи должны выглядеть вообще там, как Моргенштерн, например. Это абсолютно нормально должно быть. Так, ну у тебя, получается, основной источник клиентов – это твой блог. Да. И ты за счет блога стала супер популярной, на этом зарабатываешь бабки. За счет только психологии. Я не делаю рекламу, у меня нету никаких коллабораций, я не являюсь ничем-то амбассадором. То есть вообще никогда ни за какие деньги я рекламу не делала, не делаю и зарабатываю только на консультациях, только на своих курсах, только на своих книгах. Ага. То есть на своем продукте, который полностью связан с психологией.
О, ну, пойдем вовнутрь. Пойдем. Сейчас, подожди, мы сейчас вот так сделаем. И... Опа! И что мы? Сейчас увидим квартиру за 27 тысяч долларов. Давайте В посмотрим. месяц. Вместе. Не, подожди, не вся квартира, а просто в месяц. Так. К сожалению. Какое зеркало сразу. Но это для людей, которые любят себя, да? Для людей, кто ведет Инстаграм. Ни хрена. А так красиво получается. Когда... Заходите, ребят. Когда это... Не стесняйтесь, что, оператор? Да не волнуйтесь, все нормально. Это... Вас тоже пускают. Вот так стоишь, а сзади тебя красивый вид. Ты вот здесь живешь, в этих башнях, да? именно вот в этой башне. То есть прям с видом на Бурдж-Халифу? С видом и на так Бурдж-Халифу, на Сити-Вок, на Кока-Кола-арену, на весь DIFC. далее. Ну, смотри, я вот что хочу понять. Основная тема этого видео в том, что блогеры в своих запрещенных граммах понтуются. Тачки, там бабки раскидывают, тапочки. Вот тапочки сколько стоят ты новые, я видел, купил? Недорого, 2000 дирхам, я в рублях даже, не знаю, $800 где-то. Ну, $1000 всего, да? Ну, да. Ну, бюджет семьи среднестатистической в России. Вот, ты, тапочки зашел, купил. Ну, по пути я видел Ну сегодня. да, это сегодня я шорты купил, также стоит. А еще и шорты Да. столько стоят, да? Да. Я понял. А футболочка? Футболочка 60 тысяч рублей. Тоже еще 60 тысяч. То есть, в принципе, тебе одежды примерно как бюджет небольшого города. Да ну, не. Не, ну ладно, смотри. Вот блогеры что? Зарабатывают как-то бабки и потом этим хвастаются. Ну, я бы сказал, мотивируют своих подписчиков. Потому что для кого-то хвастается, для кого-то мотивация. Вот, например, я, когда вижу, вот ты рассказывал мне чувак, у которого, 16 ЖК здесь построено, я говорю, господи, я тоже хочу быть таким умным, чтобы на 7 языках разговаривать. Я же не думаю, что он мразота на Бугатти катается, вот хвастается. Я мотивируюсь, я хочу так же, как он, и потому что я вижу, что он так может, я тоже так могу. Подожди, но это в теории. Но Почему? по факту ты вызываешь у людей зависть, вызываешь у людей неприятные чувства, когда говоришь, у меня тапочки за $2000, шортики $2000, футболочка. Ну, то есть людям неприятно. Так потому это что у уже людей- вопрос воспитания людей. Кто-то направляет свою зависть в мотивацию и херачит, работает, достигает. Кто-то не хочет ничего делать и оправдывает то, что мне кто-то это купил, что у меня родители богатые, что ему это просто так сдалось. Понимаешь, это от человека зависит. Ну ладно, хорошо, ладно, человек согласен. Но ты, когда это делаешь, ты говоришь, вот я, чтобы мотивировать. Но это же просто, понты. В чем смысл понтов, как я понимаю? В том, что ты, унижаешь тем самым других людей. Ты Не. покажешь, что ты лучше, чем они. Ты Не, ни можешь в на коем такой случае. тачке есть, а они нет. Ни в коем случае. Во-первых, если вы посмотрите мой Инстаграм, ты увидишь, что я эстет. Я люблю красивую, идеально вылизанную картинку. И я максимально, насколько это возможно, стараюсь эту картинку воплотить в свою жизнь. Я хочу, чтобы моя жизнь была лучше фильма. И... О, красавцы. Ух. Я, блядь, так спотел сегодня, чувствуешь, нет? Нет, Ну ладно. Я прям жестко. Вкусно Весь день. пахнешь, красиво выглядишь. Ну, спасибо тебе большое. Одно из самых главных решений в моей жизни было решиться заниматься своим бизнесом. Я вам должен признаться, получилось у меня совсем не сразу. 5 лет я пробовал открывать то одну компанию, вторую. Помню, даже в парке пытался продавать сладкую вату. И у меня, на самом деле, ни хрена не получалось. Пробовал то одно, то второе, то третье. И ушло реально 5 лет, прежде чем мне получилось сделать бизнес, который начал расти и развиваться. Вспоминая этот период, я понимаю, что самое главное, чего не хватало, это вот найти рабочую связку. Вот связку, какие клиенты, что им нужно, какой продукт, где его находить, как это все организовать, так, чтобы это в сумме вместе работало, то есть связать все элементы воедино. И я очень рад, потому что сегодня спонсором нашего выпуска становится интенсив от Аяза Шабудинова по росту и развитию вашего бизнеса. Называется «Прибыльная связка». Потому что именно там как раз пойдет речь о том, как вот эти все элементы в бизнесе связать воедино. Потому что сейчас очень много возможностей из-за того, что в мире происходят огромные изменения в экономике, в политике, в разных странах. И в этот момент, если внимательно посмотреть, то всегда можно найти те возможности, которые помогают вам стартовать свой бизнес, либо развиваться. Потому что сейчас нужно очень внимательно присматриваться по сторонам и находить для себя новые возможности. На самом вебинаре вы получите не только рабочие инструменты и готовые инструкции, а также аналитику по рынку, реальные кейсы предпринимателей и, что самое главное, инсайты для личного роста и многое другое. Вход на вебинар является абсолютно бесплатным. Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и получаете еще приятный бонус. 2 книги для предпринимателей про бизнес и мышление.
и на протяжении самого мероприятия максимум впитывать знания для вашего роста. Всю подробную информацию про онлайн-интенсив «Прибыльная связка» ты получишь по ссылке в описании. Заходи и регистрируйся. Ой, такой ключик, да, замагнитит, да? Да. О, классно. Прошу. Так. Ох ты ж. Какой вид-то. Ты в обуви ходишь по квартире или снимаем? Снимаем. Хорошо. Тут стерильно. Все. Так. И вот О. Слушай, а сколько тут метров? тут 200, по-моему. 200 метров, $16 000 в месяц. Ну, недорого. Здесь 2 террасы еще. Вот Где? первая терраса, самая большая. Так, идем на террасу. Нам сходим. сюда. Ага, все, извините. А выход на террасу удобно через диван. Так. Ёшки. Так, слушай, можно допрыгнуть до соседа, нет? Да, и вон, смотри, какой вид. Ох ты ж! Ох ты ж! Ёперный театр, а! А посмотри налево. Охренеть! Блин! Ну ты реально себя здесь властелином мира чувствуешь, да? Ну да. Здесь еще была пару недель назад погода, стиль полнейший. Ты выходишь, такой чил, блин. Офигеть. Слушай, ну вот тут не мотивирует, знаешь, переход сделать. И еще одни апарты снять, да, чисто для техники и гардероба. Ну, чтобы перепрыгивать, да, вот через мост. Это Олегу Крикету надо делегировать. Да, блин, красоте. Кстати, вот это, по-моему, одно из самых первых зданий, оно присутствует на всех таймлапсах. Вот это? Дубай до и после, вот это именно здание. Класс. Ну, тут чувствую пространство для медитации. Ух ты, Blue Waters как красиво выглядит, да? А видно на камере? Ребят, дайте. Может, открыть? Да. Ёшкин кот. Слушайте, ну реально я много где был, но вид это прям топовый. Охренеть. Это точно мои глаза видят? Это пальма. Точно, это Мы же... можем помахать твоей жене. Да. Блин, ну нет, вид охренительный. Слушай, я правда много где был, Да? но в Дубае, и это самый лучший вид, который я видел когда-либо. Не Да? льстишь? Не, правда, я не видел такого Не красивого. зря платим такие деньги. Не, ну слушай, ну смотри, у тебя и Blue Waters видно, и реально пальму видно, и набережную. Нет, это охренительный вид. Парус. Парус видно. Офигеть. Поэтому мне Офигеть. говорят, поехали прогуляемся, посмотрим. Я говорю, куда? Куда? Тут, Зачем? все ко Тут мне хорошо. приезжайте. Мне тут Блин. прохладненько так. Вот эти блогеры, да, охреневшие? Блин, слушай, ну это правда вдохновляет. Так, Евгений, значит, вы блогер и психолог, Да. да? И вы на этом зарабатываете денежки? Да, имею честь, если честно. Имею право и горжусь Имеете этим право? очень. О, Да. это, кстати, интересно, мы об этом поговорим. Ну, то есть зафиксируем текущее положение. Вы можете нам открыто сказать, сколько вы продаете через свой блог? Сколько это в денежках? В месяц? Ну, в месяц, например, или в год. Но вообще за свою деятельность, как только я начала продавать, мы продали уже больше, чем на 400 миллионов. В месяц это порядка 12-13 миллионов мы делаем продажи. Охренеть. Это Просто со своего блога. Просто со своего блога, при этом я не делаю рекламу, я не делаю коллабораций, я продаю только свой продукт. То есть я думаю, если бы я еще запускала рекламные продукты, делала бы коллаборации, с кем-то объединялась, была бы чьим-нибудь амбассадором, не знаю, косметику бы на попу мазала, да, то, наверное, вот чеки были бы еще выше. Но здесь такая, знаешь, этика какая-то, вот моя собственная, мои принципы, что... А если я готов на попу косметику мазать, можно как-то, вот, чтобы я тоже... Не будет у меня работы, если я в своем запрещенном грамме буду это делать, нет? Это Да, я такая думаю, будет. Женская участь только. Мы же знаем, что на первом месте это женские попы, на втором месте это дети, на третьем месте животные. Вот куда тебя, Паш? Смотрите, с попами нюанс, не женское у меня. То есть, ну, чужие можно, да, Чужие просить? можно, То есть, да. и такой барабанит, например, да, что такое. Потом следующее с детьми, фоточку детьми. бахнул. И что потом еще надо? И животные. И жи- Собачки, кошечки, вот это О, всё. вот это ко мне поближе можно. Я собачек, кошечек люблю. А я, видишь, даже ради больших денег пока не завела собачек Да? и кошечек. Ага. Как охваты в Инстаграме начнут падать, да, То сразу начнешь собаки начнут собаки. появляться. Ладно, хорошо. Ну, ты пока переодевался, уже потемнело. Ну да. Ну Пока ладно. накрасился. Накрасил. Ну, мы еще камеры, ладно, ставили. Не только, не только. Так, давай теперь по-человечески. Я вот почему решил тебя позвать.
Мы с тобой познакомились на одном мероприятии, и хотя у тебя образ такого понтующегося блогера, такой шмотки, там, бренды, шменды и так далее, но вот когда мы уже в жизни стали общаться, я понял, что ты очень простой, душевный человек. Хорошо, что мы сначала начали общаться, потом ты посмотрел на мой Инстаграм и на все это. Запрещенный грамм, Да. как там, экстремистская организация. Итак, я вот что хочу понять. Ты из простой семьи. Да. Но откуда у тебя вот это желание, чтобы у тебя было все самое дорогое, все самое крутое, вид на Бурдж-Халифу? Ну, мне кажется, это желание абсолютно любого человека, который любит развиваться, который не застрял в развитии. С самого начала своего сознательного возраста я хотел добиться максимального вообще. Я смотрел на людей и знал, что я так тоже могу. Я не тупой. У меня есть все для этого. И я начинал, знаешь, как моя первая работа какая? Я укладывал асфальт в Краснодаре с алкашами, с зэками. Вторая моя работа. Я красил заборы от трамвайных путей. Тоже с алкашами, зэками. Мне было 16 лет. Я вообще такой шпендик. Ну, конечно, по росту не шпендик, но ментально шпендик. С алкашами стою, крашу валиком эти заборы. Третья моя работа — это в фитнес-клубе я был администратором. Я выдавал полотенца. И даже там меня, знаешь, за что уволили? Короче, я забирал наличку и для оплаты абонементов. Я проводил оплаты. Оплачивал свои карты Аэрофлота. И копил бонусные мили с каждой оплаты. И потом эти мили на бирже миль продавал. И у меня X2 к зарплате было. А потом... Они спалили, что что-то все за всех ты платишь? Они спалили, что все транзакции по карте на мое имя, фамилию. И все. Ну ладно, я успел. А что они подумали, что ты продавал дороже или что? Не знаю, они ничего не спросили, просто уволили. Ну, я успел хорошо заработать прям. Ну, это, кстати, интересно. Самый этический обман, который я встречал. Ну да, Потому что обычно, кто вот на кассе, они там что-то могут наворовать, а тут вроде ты как бы компании хуже не делал. Ну да. Так, Аэрофлот немножечко, правда... Было очень круто. На самом деле, это такая школа жизни. И последняя моя работа, прям на кого-то, это я был консьержем отеля, bellboy. Я носил багаж. Да ладно? Да. Всякие задачи там выполнял, то есть деньги поменять иностранцам. Там я очень хорошо зарабатывал. Первый мой миллион вообще накопительный я заработал в отеле. Ого. Так, вы мне пишите в комментариях, что наткнулись на наше видео, подсели, смотрите одно видео, второе, третье, все выходные, часами, ждете новых выпусков. Для нас это очень приятно. И я понял, что никогда не рассказывал вам о том, какую же идею мы закладываем в то, что мы здесь снимаем. Идея в следующем. Мы приезжаем в разные страны и путешествуем по всему миру. И наша задача в каждой стране снять не одно видео, а сразу 7, 8, 9 фильмов. Такой сериал. В каждой стране мы стараемся найти уникальных людей с фантастическими результатами, с интересными сюжетными историями. Так, чтобы вы могли через наши фильмы познакомиться со страной полностью. Нам кажется, что про любую одну страну снять только одно видео, ну, как будто бы недостаточно. Потому что можно с разных ракурсов и с разных тем, и с разных людей ее изучить. Поэтому каждый раз, заходя на наш канал, вы можете посмотреть, какой сейчас идет сюжет про какую страну. Потому что мы путешествуем, изучаем новые миры и хотим вместе с вами понять, как же устроена современная наша планета и познакомиться с такими уникальными людьми. Поэтому, кто из вас любит наш контент и хочет с нами быть поближе, у нас есть отдельный телеграм-чат. Я ссылочку оставляю в описании. Там мы раньше всех выкладываем анонсы новых видео, фотографии с бэкстейджа, опросы проводим, что снимать дальше, куда ехать дальше. Поэтому, если хотите с нами чуть поближе пообщаться, заходите к нам в телеграм-чат и давайте вместе дружить. И продолжаем просмотр. Это гостиная, правильно? Это гостиная у нас. Там Да. комната для персонала. Отдельная комната для персонала. Она маленькая. Маленькая, Без я окна, только кроватка. Ну да. Ничего, нормально. Комната для персонала. Как Сойдет. маленький номер в Маленький отеле. номер в отеле, да. Так. Все для детей. Сколько метров здесь? За 27 тысяч долларов? 210 квадратных метров. 210 квадратов. Я понял. Продукт плейсмент, смотрю, книжечку свою подложил. Конечно, неожиданно. как скрытая реклама. Как скрытая реклама. Не снимайте, не снимайте. Здесь гостевой санузел. Так. Здесь первая спальня. Здесь это спальня сына, Ух. детская.
То есть ребенок с самого детства просыпается и смотрит на такой вид. А я считаю, это правильно, потому что я все детство провела в комнате 18 квадратных метров общежития на вторчермете, если кто из Екатеринбурга. Вторчермет, привет. То есть у тебя что из окна было? У меня из окна была помойка и настоящая железная помойка дорога. и железная дорога? Да. Ну да, у него тоже железное, только колесо. Красиво. И это, наверное, была моя мотивация. Это вот к вопросу, как воспитывать детей. Да? До сих пор психологи всего мира спорят. То ли в строгости и в дефиците, то ли в любви и изобилии. Так, как ты до такой жизни докатилась? Ты вот с рождения просто при бабках живешь или как? Я рассказывала, что я с вторчермета. Вот прям вот... Откуда? С Вторчермета. Торчермет? Вторчермет. Что такое торчермет? Это, знаешь, такой промышленный район, там керамический завод, город Екатеринбург, наркоманы, алкаши, общежитие. И вот мои родители жили там. Моя папа всю жизнь работал водителем, мама работала швеей, и бабушка всю жизнь проработала дворником, то есть каких-то золотых ложек, к сожалению, или к счастью даже, да, их не было. То есть и на самом деле лучшее, наверное, питание в моей жизни, и до сих пор у меня срабатывают эти моменты. Я люблю макароны и фарш, понимаешь? Это по Макароны праздникам. по-флотски, ну, конечно. Макароны по-флотски — это мое любимое блюдо, это прямо из детства. И не было ничего такого, и на самом деле работаю я с 14 лет. Я работала администратором на автомойке, секретарем, потом маникюристом, помощником руководителя, после которого у меня начался рост. Я работала 6 лет, продавала недвижимость за рубежом. Продавала Болгарию, Черногорию, тот же Дубай, Кипр, когда еще не были они такими популярными. То есть как риэлтор, можно сказать, как да? риэлтор. И ты сказала, что тут был основной рост? Основной рост был в Болгарии. Основной рост был в Болгарии. Мы хорошо продавали Болгарию, потому что удобно, прямые рейсы, дешево. Можно было продать хрущевку в России и купить апартаменты в Болгарии. Ну, ты имеешь в виду, там рост в деньгах произошел Рост в или деньгах, профессиональный? В рост в деньгах. Профессиональный, там ничего сложного, я считаю, какого-то умственных способностей не нужно было задействовать. Нужно было просто продавать картинки, отправить туда человека, да, чтобы он поехал и купил. Ну, подожди, ну как это? Многие боятся продавать. Ну, вот ты говоришь, а что там продавать? Мне кажется, это и есть Знаешь, момент, когда ты максимально себя тренируешь. Когда ты нужно встретиться с клиентом, объяснить ему, что-то рассказать, а он тебе говорит, нет, не хочу. И ты работаешь с этими возражениями, ты как-то тренируешься убедить. Нет? Вот, не это ли было для тебя таким толчком? Сейчас, может быть, я лишу себя доли клиентов, да, и скажу, что там, знаешь, все техники там, по мотивации, по борьбе с комплексом самозванца, они, конечно, дают эффект. Но самый классный эффект — это тогда, когда ты выбираешь, то ли тебе машину заправить, то ли тебе съесть бизнес-ланч, понимаешь? То есть, когда нет денег, от слова совсем, ты и научишься разговаривать, научишься улыбаться, научишься продавать, и все ты научишься. Поэтому, когда мне говорят, я не могу, я не знаю, у меня не получается, я говорю, наверное, ты сытый просто. Давай Ну, подожди, но есть люди, бомжуют на улице, у них тоже особо ничего нет. они в дзене, им просто не надо, Ну им да, классно. так что не факт, что техника работает. Вот, пожалуйста, кучу людей голодающих и нет. А им просто не надо, а мне надо было. То есть на тот момент я не хотела голодать, я не хотела довольствоваться, потому что у меня есть глаза, уши, я вижу, как живут люди, но я разрешила себе хотеть. Но я реально понимала, что я, хочу. Я не буду там лукавить, я хочу Мерседес, допустим, да, хочу красивую одежду, хочу вот такой вот вид. И для этого нужно работать. Наверное, это установка, которую вложили мне родители с детства, что нужно работать, что нужно полагаться на себя, нужно работать, нужно как-то двигаться. Я устроил себе челлендж с самого начала с фитнес-клуба работы. Я соревновался сам с собой, чтобы как можно больше в месяц заработать денег и отложить. У меня были депозиты на Сбербанке и Тинькове. Я депозит именно пополнял. Мне зарплата капнула, я хоба, все на вклад, все на вклад, все на вклад. И вот 1 миллион перевалил в отеле. То есть ты просто не тратила, накапливала? Да. Ну, я не пью, не курю, я не тусуюсь. Если у меня есть траты, то эти суперрациональные траты там тогда раньше было. Тогда там, я не знаю, куда-то сгонять, какую-то шмотку купить элементарную. Но у меня не было расходов неоправданных. У меня все было тютелька в тютельку, потому что я физик. Я люблю прям рационализм по полочкам. Ты физик? Да. Ну ты физик с самой яркой футболкой, рубашкой. Ну да. Я инженер-нанотехнолог. Я синтезировал пленки
на минус 3-м этаже в белом халате. Обалдеть. Так, слушай, интересно. То есть ты изначально копил Да. и не тратил. Да. А что потом произошло, что ты решил, пух, Я просто начал больше зарабатывать. Это как комп. Ты зарабатываешь чуть-чуть, сумма увеличивается, потом же проценты тебе капают. Потом я начал квартиры покупать. И квартиры начал, купил на квартиру на долевом, продал при получении ключей. X2, 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 X2. И чем больше денег, тем больше возможностей. Это ни для кого не секрет. ну сколько ты в месяц тратишь денег на жизнь? Ой, я не считал. Ну, примерно. Ну смотри, квартира 1 миллион, машина 2-3 миллиона, шмотки, наверное, тоже 1 миллион. Каждый месяц шмотки на 1 миллион покупаешь? Ну, где-то так. Ювелирку еще люблю, там, Cartier покупаю, Cartier, часы регулярно. Ну, это, знаешь, approximately. Это не... Ну, то есть, типа, примерно 100, 150, 200 тысяч долларов. Ну, 100-150, да. 100-150 точно есть. То есть, получается, в год ты тратишь примерно 1 1,5 миллиона просто вот на жизнь, на квартиры, на тачки. 1 1,5 долларов просто на это. Да. Офигеть. Давай так, ну хотя бы из чего состоит твой доход в основном? Ты сказал, ты есть недвижка, ты сдаешь? Да. Я ее покупаю и продаю на разных стадиях готовности. Вот эта часть твоего дохода. Да, Что еще ты делаешь? Крипта. Крипта. Да, выкупаешь токены на пресейле, на локации выкупаешь и продаешь, когда они уже листятся, условно говоря, выходят на биржу. Вот. Важно просто момент поймать, хай, когда ловит токен, ты его продаешь. Можно там 500-600 тысяч долларов сделать на этом, на одном токене. Офигеть. Так, что еще? Недвижка, крипта. Недвижка, крипта, Инстаграм, реклама и, естественно, наши инфопродукты. Курсы, то есть, продаешь? Да. Мы обучаем людей съемке. Я всю жизнь с 17 лет именно в съемке. Я горю этим, я это обожаю. То есть есть блогеры, которые впаривают какую-то залупу, а есть люди, именно эксперты, которые всю жизнь этим занимаются, и они передают свое ремесло. Вот я сторонник людей, которые своим ремеслом делятся, реальным ремеслом. Я ненавижу, когда кто-то впаривает какую-то хуету, просто чтобы заработать. А они никакого отношения к этому не имеют, понимаешь? Типа сейчас Wildberries, буду Wildberries продавать. Ну сейчас да. Курсы, буду курсы, да, вот сейчас это, еще что-то, это еще неправильно. Я сторонник того, что ты всю жизнь этим занимаешься, ты можешь начать продавать это обучение. Если ты не эксперт, а просто решил срубить бабла, ну это наеб. Вот это мое честное мнение. Я любому могу это в лицо сказать, что нельзя продавать то, в чем ты не эксперт. Это обман людей. То есть у тебя 3 основных источника дохода, да? Крипта, недвижимость и И Инстаграм. курсы. Да. Ты реже называй название запрещенной грамоты. Простите. Итак, курсы, крипта и недвижимость. Недвижка, да. Вот если взять там годовой доход, примерно что приносит, какой процент Смотри. от дохода? Я, знаешь, сейчас задумался, на самом деле поровну. 30, Поровну, 30, да? 30, Типа да. 30, 30, 30. Да, ну 33, 33, 33. Даже вот в крипте, когда хранишь деньги, есть стейблкоины. И есть самая правильная стратегия разделять свои сбережения на 3 стейблкоина. Это BUSD, USDC и DAI. Да. И у меня также даже разделены на 3 дохода поровну. Ну, честно, вот. Все так органично само происходит, когда ты любишь порядок, любишь все равные цифры. Кстати, люблю очень цифры. Да? Да. То есть у тебя все посчитано. То есть Да. ты не из этих лоботрезов, которые что-то там... Нет, Да? есть приложение, называется CoinKeeper. Туда заносишь потом денежки. И ты прям все Ну, фиксируешь. не я отправляю людям, а они следят. Помощник. У тебя отдельный человек, который считает, сколько ты тратишь. Ну, просто ассистент, который этим занимается. А вот она, когда смотрит, сколько ты тратишь, у нее слезы появляются, нет? Не, она очень крутая. Маша зовут, она прям вообще молодец. То есть у нее нету претензий? Не, она мотивируется, она развивается, она никогда не довольствовалась работой у меня. То есть она работает со мной, Да. но она всегда развивается, проходит кучу обучений. Вообще прям я очень горжусь. И даже то, что ей когда-то придется уволиться и на более оплачиваемую работу пойти или на фриланс, я не расстроюсь. Потому что я рад, когда люди возле меня становятся лучше и развиваются, а не просто, знаешь, ничего не делают. Потому что это заразительно. И что, ты тут с утречка медитируешь, наверное? Я, если честно, против медитации. Да. Не работает ни хрена это. Ну, я считаю, работает результат равно действие. То есть, как бы я не понимаю, как вот медитация поможет мне снимать квартиру здесь за 27 тысяч долларов, как она мне поможет в моей работе, в моем продвижении, там, сдать экзамены по моей учебе, например. Я думаю, вот у меня есть цель, я беру ее и делаю. Для того, чтобы
там, разгрузить мозг, погрузиться в себя, настроиться на день. У меня и так как-то все хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу, я не знаю, почему постукать. Ну, как бы все классно, поблагодарила, такая доброе утро, классно, и пошли делать Ну, согласен. дела. Я согласен, что обычно люди медитируют, наверное, представляют себе такой вид, а когда у тебя и так такой вид, можно и не медитировать. Просто постоял так, посмотрел чуть-чуть, и все, вот она картинкой прилетела. Итак, ты вот сказал «надо». Я поняла, что мне надо. А как это сделать? Как это сделать? Дай вот раз, два, три, чтобы я мог повторить и тоже сказать, что мне надо. Для того, чтобы добиться результата, я считаю, что должна быть, знаешь, мечта. То есть просто хотеть денег – это не работает, потому что денег хочешь ты, денег хочет дядя Ваня, денег хочет бомж, все хотят денег. Но по факту они не понимают, что с ними делать. Вот даже если мы возьмем пример моих родителей, им всю жизнь нужны были деньги. Сейчас я им даю деньги. Ты думаешь, они их тратят? Нет? Нет. Почему? Они живут так же по принципу, как они жили всю жизнь. Они ходят в обычный магазин, а деньги складывают на черный день. Ну, слушай, понимаешь? люди сейчас посмотрят и скажут, ну, дай мне денег, я найду, куда потратить. Я потрачу. Но это не работает, понимаешь? То есть я всегда говорю, что мы — это отражение того, какие у нас знания, нашего опыта. И если человек, он не живет здесь, да, с таким видом, значит, ему не хватает там именно знаний, что нужно просто очень много действительно учиться, и учиться не просто, знаете, с синдромом самозванца «я много учусь», да, потому что много профессоров, которые умнее нас с тобой всех вместе взятых, но они бедные. А нужно действительно иметь какую-то вот цель, вот разрешить себе, что ты хочешь. Потому что очень много же чувства вины возникает. Это же ответственность, большие деньги, успех — это ответственность. Потому что, скорее всего, от тебя отвернутся друзья, скажут, что ты зазнался. Скорее всего, это будет страх от рода оторваться. Основной страх у всех — это оторваться от рода, потому что как это так? Мои предки страдали, мои предки голодали, мои предки проходили все муки ада, да? А я сейчас такая буду богатая, да, чувство вины, чувство стыда, что вдруг от меня отвернутся, будет непонимание, родственники будут говорить. И это все накладывает на то, что человек сам себя тормозит. Тормоз — это в виде лени, в виде откладывания на завтра. И человек не понимает, вроде же я хочу эту виллу, вот у меня контракт, вот у меня есть возможности эту виллу заработать. А он не встает и не делает, потому что как раз-таки все идет абсолютно из головы. Потому что он не применяет свои знания, потому что есть препятствия, что либо чувство вины, либо чувство стыда, либо страх ответственности, потому что большие деньги, это же ты прекрасно понимаешь, это команда, это делегирование, это контроль, это много рисков, да. Много рисков, ты рискуешь, твоя семья рискует, да, чем ты будешь кормить, потому что почему легко быть, например, тем же водителем, например. Ну, нет страха. Знаешь, у тебя уволили, да, у тебя зарплата 50 тысяч рублей, тебе не страшно, что тебя уволят. Почему Потому что найти работу на 50 легко, да? Да, найти работу на 50 тысяч рублей легко, ты уже привык жить на 50 тысяч рублей, ты уже знаешь, где как сэкономить свой бюджет. А когда у тебя прожиточный минимум там несколько миллионов в месяц, ты уже понимаешь, что ты завтра с полоборота не сможешь себе в случае чего найти. Таксистом не устроишься. С таксистом за несколько миллионов не устроишься. И это все мотивация работать над собой, безусловно. Работать, если у вас есть какой-то затык, то работать с головой в первую очередь. Но вот это интересная тема, да, что если у тебя ежемесячные расходы больше, чем то, что вот так вот можно пойти и устроиться куда-то на работу, да, то может возникать переживание. А у тебя его нет сейчас? Тревога, ты имеешь в виду? Ну да, тревога, что вот тебе на то, чтобы здесь за эту квартиру оплачивать, тебе нужно 27 тысяч долларов. И еще не все расходы, еда, дети и так далее. То есть, а вдруг что не получится в следующем месяце? Слушай, на самом деле не страшно, потому что я за свою жизнь была и здесь, и там, да, и где-то посерединке. Вот заработать деньги я всегда смогу. Потому что был и голод, и с нуля. Я вообще считаю, что человек должен за свою жизнь, сейчас идет тенденция, что абсолютная норма в течение жизни попробовать себя в 5 профессиях. То есть полностью овладеть. И абсолютно нормально, примерно через 5-7 лет наступает выгорание. И либо ты должен трансформировать свою профессию на какой-то более высокий уровень, либо поменять сферу деятельности. У меня высшее образование первое, вообще не психология.
А какую? Экономист в сфере туризма. Психологию я получила диплом только в 30 лет, то есть 5 лет назад. И до этого я работала сетевиком. Это те, кто стучатся в дверь и говорят, что вам нужны эти баночки, эти тряпочки, знаешь, по офисам, которые ходят с сумками, понимаешь? Ты ходила так с сумками, Да, продавала? да. А что ты продавала? Я продавала питание функциональное, да, биодобавки, витамины, стиральные порошки. Но я хочу тебе сказать... Слушай, ну это же самая стрёмная работа, тебя все время посылают все. Понимаешь, ты представляешь, знаешь, это очень интересная история, как я вообще туда пришла, потому что я работала визажистом, то есть после того, как я работала в недвижимости, я увлеклась мейкапом. То есть у меня уже были деньги, я пошла учиться для себя, как все девочки, наверное, пойду поучусь для себя. В итоге я доросла до уровня, что у меня была своя студия красоты небольшая в Екатеринбурге, персонал был там 2-3 человека, но у меня не было выходных вообще. То есть я растолстела. Несмотря на то, что у меня была своя студия красоты, я была прям толстой, потому что, ну что такое это? Печеньки, это сбитый график, это клиенты, стоячая работа, где-то что-то урвал, перекусил. И у меня не было за 2 года вообще выходных. И я хотела похудеть. Соответственно, ну как мы все верим в волшебную таблетку, что сейчас что-то ты выпьешь и тебе поможет. Слушай, ну это выглядит очень возбуждающе. Да. Ну, походу, вопрос не в квартире, а вид, да? То есть ты платишь 16 тысяч долларов, чтобы такой вид получать? Да. Я с ним просыпаюсь, засыпаю, работаю. Здесь я всегда завтракаю, на самом деле. Я заказываю хавку в Талабате, сажусь, включаю Саус Парк, Ага. смотрю и завтракаю. Это прям мой Саус обряд Парк? утренний. Да, я обожаю Саус Парк. Это мой самый любимый. Я с ним рос прям. Я где-то лет 10 начал смотреть. Поэтому у меня черный юмор. Это ноутбук специально для Apple TV, чтобы фильмы смотреть. Здесь нет Smart TV, поэтому мы взяли ноутбук один, и на пришлось нем взять проецируем ноутбук, сюда. да, купить, чтобы, ну, фильмы смотреть. И мы его просто привезли, он валялся. Валялся дома, не нужно, да? Угу. Да. Это кроссовочки, кстати, тоже тут прям моя коллекция. Это мои самые любимые Это все кроссовки. твои, да? Ну, кроме вот этих вот двух. Вот этих двух, это Да. жены. Да, вот это Prada Cloud Bust зеленый с желтым, как мои машины. Ты сразу цену называешь, чтобы интересно. Вот для- 85 тысяч, Баленсиаги 65, Монклеры, по-моему, 50, Баленсиаги 80, North Face там дешевый, 1020, шлепки по 25 тысяч. Но самые мои любимые, это вот еще в Москве штуки 2 пары у меня. Вот эти, да? Да, это Prada Cloud Bust Thunder. Очень крутые, очень Понятно. удобные. Хорошо. Блогеры хорошо зарабатывают. Это мы Made поняли. Room для няни, Для няни. Это отдельная комната для горничной, няни. да. Нормально. Ну, такая, без окон, да? Да, без окон, но там есть свой душ, свой шкафчик, прям все как надо. Ну, я понял. Ну, а что, и зачем ей окна? Правильно. Вот смотри, ты, получается, много зарабатываешь, много тратишь, да? Но часто у людей, они просто боятся этой ситуации. Когда Которая? много, ну, будет много денег, они, если все так все потратят, ну, и поэтому они, ну, не решаются. Вот как ты говоришь, ты накапливал первый миллион, ничего не покупал. Ну да. Вот в какой момент ты понял, что надо тратить? Потому что некоторые говорят наоборот. Первые деньги заработал, сразу Кстати, пошел сумку купить. да, был переломный момент у меня, когда я решил тратить. Ну, я не выхожу в ноль. У меня в голове установка четкая. Я не должен уходить в минус или в ноль по доходу и расходу. Внутри у меня есть. А? Внутри головы. То есть в моей голове не может быть такого, что я потратил больше, чем заработал. Ну, я имею, за какой период? За месяц? За год? Да, за месяц. Все То есть, правильно. если ты за расчетный месяц период, да. заработал, не знаю, 100 тысяч рублей, Да. то ты не потратишь больше. Да. Это вот прям мой загон, можно если так сказать. Я не могу. Я сам с собой соревнуюсь, это прям с самого раннего возраста идет. Вот. А начал я тратить, наверное, 3 года назад, когда переехал в Москву. Я понял, что жизнь очень скоротечна, что мне уже как бы там 23, Сколько тебе? сейчас 26. Господи. В 23 ты понял, что жизнь скоротечная, пора тратить, да? Да, ну, Сейчас 26. кайфовать. Да. То есть тебе 26 лет, ты снимаешь в Дубае квартиру за 16 тысяч долларов, снимаешь тачки примерно еще за 40 тысяч долларов в месяц, и в сумме живешь на 150 тысяч долларов в месяц, тебе 26 лет. Выключайте эту программу нахрен. Блин, очень интересно. Скажи, пожалуйста, а ты вот при этом, я вижу, что ты, ну, очень легко со всеми общаешься. Да. То есть у тебя нет вот этого снобизма, типа там, ребята, ты со всеми, ну, открыто, да? Ты всегда такой был? Да, абсолютно всегда. Ну, первое время я очень застенчивый был. Ну, я и сейчас застенчивый, но тогда вообще был. У меня не было высокомерия, я просто стеснялся. А сейчас я стал более раскрепощенный.
Это единственное, да, что было. Но кого-то хуже я не считаю. Кого-то лучше я считаю, конечно, много кого. Прям мотивирует меня много людей. Кто, например? Меня кто мотивирует? Да. О, меня крипто-чуваки мотивируют, которые супер стрессоустойчивые, супер. Это категория людей, которые зарабатывают. Есть еще категория людей, которые снимают контент. У меня есть в Инстаграме избранное в ленте. Да, где я вдохновляюсь визуалом, потому что есть люди, которые вдохновляют на творчество, есть люди, которые на заработки. Вот на данный момент мне безумно интересна тема крипты, потому что я считаю, что за ней будущее, а также съемка. Вот крипта-съемка, крипта-съемка. А недвижка — это просто супер фундаментальный способ заработать. И все. Я вот для себя это выбрал. А ну, давай еще последний вопрос про деньги. Давай. Если посчитать весь твой капитал, все твои активы, сколько это? Или ты тоже не можешь назвать? Да, могу. Где-то 2-2,5 миллиона долларов. Подожди, у тебя весь твой капитал 2-2,5 миллиона долларов, при этом ты в год проедаешь полторашечку. Так это не снижаемый остаток. Это просто валяется, нафиг не нужно. А, ты отложенный на то, который ты не трогаешь, да? Да, да, это вообще, это на черный день. Это на черный день только стоит. Все, понял. Другой вопрос. А если там посчитать все остальные, там, квартиры и прочая недвижимость, машины, все активы? Так, ну машины недорого, 800 тысяч долларов. Все? Не, ну 2 всего лишь у меня машины, да. Вот, квартиры, ну, я думаю, десяточка максимум. Самый максимум, да. Ну и, да, 10 и 2, 12. 10-12 миллионов долларов твой капитал. Блин, ну ты красавчик, 26 лет. Я стараюсь. Круто, круто. Вот я что хочу понять. Многие ребята, в том числе им 26 лет, они будут смотреть это видео, и у них таких результатов нет. И у меня 26 лет тоже не было 12 миллионов долларов. Вот как ты думаешь, что отличает людей, у которых не получается этот результат? Что они с этим делают? Если у них не получается, это знаешь, как супер баянистая поговорка, но есть люди, которые упали, ноют, такие, блядь, и лежат. А есть люди, которые упали, встают, упали, встают, упали, встают. Вот у меня вся моя жизнь это состоит из падения и подъема. Падения, подъемы. Очень было много переломных моментов, очень много было. Я учился там, где я не хотел. Я поступил туда, куда я не хотел. То есть я не поступил, куда хотел. Я там не оправдал надежд своих родителей. Ну, много было падений. Но важно то, как ты справляешься с тем, когда ты падаешь. Если ты встаешь и продолжаешь, и не как это, забыл по-русски это слово, когда деградируешь, когда ты не деградируешь. Потому что времени очень мало. У тебя lifetime период, который тебе дан разъебывать, так скажем, он очень короткий, ну 10-15 лет. А вот некоторые люди за это время только начинают раскачиваться. Вот важно его использовать, это твой буст, знаешь, как азот в гонках. Ты его берешь и используешь, прям херачишь, чтобы добиться чего-то. Вот с 20 лет, мне кажется, мозги в голове появляются, и ты можешь спокойно до 35, до 40 максимум сколотить свое состояние. И потом уже кайфовать. А потом что, не надо работать? Мне кажется, нет. Ну, я планирую до 40 лет поработать и все. А потом уже кайфовать. Что будешь делать? Путешествовать. Я очень люблю путешествовать. Я мечтаю путешествовать так, чтобы не думать, что мне надо куда-то ехать, что-то делать. Я хочу просто месяц в одной стране, там полгода в той стране, ни в чем себя не ограничить. Вот я мечтаю путешествовать неограниченно. Вот я это хочу делать. Общаться с людьми. Вот я был на Бали, там чуваки, у них даже шлепок нет. Но они капец какие счастливые. И это заразительно. Я хочу в Индию сгонять. Я очень хочу в Исландию сгонять. Я мечтаю в эти страны, но я не успеваю просто физически, потому что надо работать, пилить контент, делать обучение. Есть сотрудники, надо им платить зарплаты, чтобы платить, зарабатывать. Свои хотелки надо тоже как-то зарабатывать, понимаешь? Как бы есть светлая сторона, а есть взрослая сторона. Вот светлая — это все, что мы видим, тачки, деньги, часы. А взрослая сторона — это когда ты на это зарабатываешь, когда ты даешь работу своим сотрудникам, когда ты даешь какую-то поддержку семье, своим родителям, понимаешь, даришь им подарки. Вот это взрослая сторона. Я считаю, что ее нельзя обходить. Сколько бы много денег не было, надо брать на себя ответственность за других людей. И тогда мир будет чуточку лучше. И ко мне пришла девушка, представитель сетевой компании, и предложила. Слушай, и, наверное, у меня было просто большое желание похудеть. Я начала этим заниматься, и она мне просто очень красиво все рассказала.
Это был тогда мой наставник. Она говорит: Жень, ты вот работаешь целый день. У меня за 2 года не было ни одного выходного. Работала я с 6 утра, потому что все невесты, корпоративы, выпускники, все было мое. Я такая, я хочу попробовать. Как раз Инстаграм, тогда только я завела Инстаграм, и там все сетевики показывали красивую жизнь, как сейчас криптовалютчики, что сетевое — это классно. Ну, я тебе хочу сказать, что вот почему у кого-то получается, у кого-то нет. Я за полгода, несмотря на то, что я уже тогда ездила там на BMW, на хорошем автомобиле, у меня была своя студия красоты, мне было не стрёмно ходить и предлагать эти банки. И за полгода... Ты прям в холодную ходила, в офис, стучала всегда, здравствуйте? Стучала, я общалась. Ну, конечно, совсем не тупо, да, то есть я уже обладала какими-то качествами коммуникации, я могла познакомиться, заобщаться, разговориться там в столовой, где-то в бизнес-центре. То есть ты приезжала просто в бизнес-центр, шла в столовку, где там корпораты сидят, кушают, садилась с ними, кушала и неожиданно такая: здравствуйте, как у вас дела? Там? Ну, во-первых, я привела себя в порядок. Я стала красивой. Я садилась за столик к кому-нибудь, ну, образно говоря, и начинала раскладывать все свои баночки там. Витаминка такая, порошочек такой-то. Просто в очередном офисном центре? Ну, в очередном офисном центре, понимаешь? И как-то разговорились, да, подайте вилку, подайте ложку, девушка, там комплименты, ты улыбаешься, общаешься. Для чего вы пьете? Желательно сесть к толстым. Ну, потому что толстые хотят похудеть. Соответственно, они будут на тебя смотреть. Паша. То есть ты приходила в офисный центр без спроса, без договоренностей, просто с чемоданом своих продукций, находила толстых людей. Я не с чемоданом, но сейчас уже не нужно было тогда это делать. Есть интернет. Просто я из сумочки выкладывала то, чем я пользуюсь. Сумочки. Ну, сумочки, да. Общалась. И, ой, а вы там... Они понимали, что ты продаешь? Нет, зачем продавать тупо? Ну, это как бы, ну, это, мне кажется, вообще, знаешь, купил у меня, сейчас это не то есть работает. ты как будто как с подружками с ним болтала, говорила: слушайте, я тоже была жирная, ну, вот стала петь вот это, и все стало хорошо. Да, примерно так оно было. Обалдеть. Они говорят: мы тебе не верим, ты никогда не была толстой. Я говорю: у меня вот фотографии есть. Ну, как бы я правда была толстой, и правда, как бы, это работает. И, соответственно, во-первых, шли на похудеть, да, на фото до-после, как ни крути, потому что потом шли на результат, потому что результат я показала очень быстро. То есть за 6 месяцев я стала входила в топ 500 контрактов компании. Я забрала Мерседес. Понимаешь, вот это вот, когда ездят, знаешь, автомобили с наклейками, да, там, с различных компаний рекламные, то есть мне компания подарила Мерседес. Обалдеть. Через полгода моей работы, понимаешь? И я продала свою студию красоты, я ощутила этот кайф. То есть у меня тогда был доход в сетевом порядка 350 тысяч рублей я зарабатывала, то есть бесплатные путешествия от компании Мерседес, и работая в любой точке мира, я поняла, что я хочу так же. И у меня было много свободного времени. Да? Многие говорят, сетевики должны работать. Я такая, я столкнулась вот с этой проблемой, что мне же нужно расширяться, мне нужно строить команду. Сетевая — это паутина. И у людей одно и то же. Боюсь продавать, боюсь познакомиться, Конечно, что скажут другие. Страшно подойти, там что-то про тебя подумают, что-то не то. Да. Почему у тебя вот этого-то не было? Я пытаюсь понять. Ну, ты вот просто в бизнес-центре подходишь к людям, что ты не боялась подойти? Потому что всегда есть в голове мечта, понимаешь, которая тебя двигает. Вначале вот это вот была мечта вот, работать из любой точки мира. Я хотела этого, я хотела, вот как вот топ-лидеры, как другие блогеры, что они путешествуют, могут работать, жить на Бали по полгода. Я не хотела вот в какой-то другой жизни возвращаться в офис или возвращаться к кисточкам и работать с утра до вечера. То есть, видишь, наверное, часть людей, они боятся, например, подойти в том же бизнес-центре и начать что-то продавать, потому что в этот момент у них картинка, что их осуждают. Да. А у тебя картинка, что это твой ключ к тому, чтобы жить иначе, да? В том числе с таким видом. Это возможности, и тут, конечно же, нужно вначале поработать над собой. Ну, то есть, если бы я пошла в бизнес-центр и села бы за столик, когда я сама была толстая, когда я действительно сама себя запустила, потому что я работала как папа Карло, то есть, если бы я была толстая, уставшая, вся в каких-то проблемах, заботах, это бы, конечно, не сработало. То есть я всегда говорю, если вы не хотите сами что-то навязываться и предлагать кому-то, вы хотите, чтобы люди к вам шли, то вы должны сами транслировать то, что вы продаете, то, что, как вы живете.
Но также, если мы вернемся к психологии, если бы я была какой-то неухоженной, неуспешной, у меня не было бы семьи, карьеры, замызганная, толстая, и говорила бы, ну, давай, я тебя научу, я тебе помогу решить все твои проблемы. Ну, кому ты поможешь, если ты сама себе помочь не можешь? Ну, я просто, это мое личное убеждение, я сама так Класс. выбираю себе специалистов, я сама себе выбираю, с кем общаться. Мне очень важно, чтобы человек сам излучал то, что он транслирует. Круто. Чтобы и вот мои там менторы, да, у кого я учусь, у кого-то я покупаю какие-то консультации, мастер-майнды, я смотрю на человека и понимаю, вот классный, да, классный мужчина, хорошо выглядит, действительно, у него есть бизнес, классно говорит, вот я хочу так же, поэтому я иду к нему учиться. Классно. Хочешь зарабатывать, научись продавать. Конечно. А хочешь продавать, стань тем, ну, кому доверяют. Да? Доверяют, Кто чтобы вызывает тебе- ощущение, что ты действительно в этом разбираешься. Конечно. Очень круто. На самом деле простая, казалось бы, вещь, но в большинстве случаев это, нет этого соответствия. Ну, то есть я никогда не писала вот списков, не навязывалась, вот, не звонила. То есть я просто могла сесть, заобщаться. И все равно в процессе разговора тебя спросят, а чем ты занимаешься? Ты начинаешь рассказывать свою историю, честную историю, да, то есть я не за вранье, то есть всегда говорю, я вначале привела сама себя, потому что у меня была цель жить лучше, я понимала, что, ну, я посмотрела на всех успешных людей, что, ну, все прилично как-то выглядят, все, во-первых, это опять же любовь к себе, это я уже потом в последующем узнала через психологию, что это все очень взаимосвязано, и это все помогает потом тебе, конечно же, продавать. И дальше, конечно же, чтобы нарастали объемы, нужно строить команду. И тут я столкнулась с тем, что как раз-таки вот все боятся, страшно, не уверены в себе. Муж-абьюзер не отпускает, муж-абьюзер не дает там 2000 рублей на витамины. Мама говорит, ты сошла с ума. И я понимала, что мне не хватает знаний. Ну, то есть я не могу решить проблемы человека. Я могу его похудеть, я могу ему рассказать про здоровый образ жизни, но в голову к нему залезть я не могу. Вот, даже не могу никакой совет дать. Что вот наш муж вчера выкинул там все банки. И я подумала, пойду-ка я учиться на психолога. Думаю, ну почему нет? Я окончу, и я буду помогать своей команде расти, расширяться. Как бы это будет мое конкурентное преимущество. Мне будет быстрее. Вот потому что вот эти вот способы, ну иди, ну ты не бойся, да, то есть как бы вот как вот ребенку научить его плавать, если ты ему будешь говорить, ну ты не бойся, но это как бы не работает, понимаешь, то есть ему нужно дать четкую схему, четкое понимание, почему он не будет тонуть, да, то есть ты ему должен объяснить, что я рядом, вот смотри, я тебя держу, тебе нужно обязательно дрыгать ногами и руками, и когда это все будет вместе, да, ты тогда не утонешь, а просто не бойся, как у нас говорят, как правило, человек, ну как я не буду бояться, у меня нет никаких оснований, чтобы не бояться. Мне интересно, ты сказал про падение и вставание. А можешь вспомнить какой-нибудь случай, когда у тебя было самое жесткое падение в жизни? Самое хреновое, самый тяжелый момент? Самый тяжелый момент. А то все хорошо, раз, недвижка, то-то-то, куча бабок. Были какие-то сложности реально? Да были на самом деле. Расскажи про какой-нибудь там самый неприятный, тяжелый случай, который случился у тебя. Знаешь, один случай, у меня умерла бабушка. Вот. Второй случай, меня всю жизнь готовили к одному обучению. То есть я должен был быть пилотом авиации гражданской. Но вот прям у меня родители были уверены, что я поступлю, потому что я знаю английский свободно, я знаю физику, я сдал нормальное ЕГЭ, но я не прошел, потому что, офигеешь, вот как ты думаешь, почему я не прошел на пилота? Не знаю даже. У меня нарушение светоощущения в глазах. То есть, по факту, я вижу границу двух цветов как-то не так, как видят все. И меня не пустили. Я всю свою жизнь готовился поступить на пилота. И тогда моя жизнь перевернулась, потому что вся моя жизнь была спланирована. Я знал, что я закончу школу, я пойду поступать на пилота. То есть это ждали от тебя родители? Все ждали. Ты сам, Я сам решил ждал. уже, Да, и ты понимаешь, что будешь пилотом? После того, как я не поступил, начались мои скитания и поиск себя. Я пошел в фитнес-клуб работать, я поступил на инженера. Я всегда знал, что я не буду инженером нанотехнологий. Хоть я и закончу, 5 лет у меня специалитет, но я не буду инженером-нанотехнологом. И вот 5 лет я скитался. Ничего себе. Да, ну скитался не прям побирался, да, в мусорках, но я работал в фитнес-клубе, работал консьержем в отеле, красил заборы. Все это время я работал без
потенциала карьерного роста. Вот это два моих самых таких тяжелых момента, когда планы разрушились и ушел мой близкий человек. А ты помнишь вот этот момент, когда тебе сказали, все, ты не будешь пилотом, мы тебя не пускаем? Я помню. Расскажи. На самом деле мама плакала, прям навзрыд. А я такой, ну, мам, что-нибудь придумаем, мам, получится что-нибудь. Вот. Я не расстроился особо на тот момент. Я расстроился, когда я приехал домой, потому что мы приехали в Питер, мы сняли мне жилье, потому что это питерское училище гражданской авиации. Я еще не осознавал этого всего. Я осознал, когда я поступил не туда, куда я хотел. Я не понимал, на кого я даже учусь. А потом я понял, что я еще буду невыездным, если я пойду устраиваться на работу. Я такой, так, я не смогу путешествовать, я не буду получать много. Я работаю вообще не там, где я хотел. А мои одногруппники вообще меня удручали. Там прыщавые чуваки, дотеры. А у меня были желания там путешествовать. Я уже тогда нормально подрабатывал, зарабатывал. У меня были нормальные вещи. Там средние бренды, там Tommy Hilfiger, Guess. Ну, это нормально тогда было. Вот. Ну вот, ты все равно так расскажешь, как бы все равно, ну да, но было не очень. Нет. Я хочу понять, был ли какой-то момент, день полного уныния? Да, у меня был не день полного уныния, у меня был год полного уныния. Когда я приехал из Питера в Краснодар, я не знал, что я буду, я не знал, кем я буду вообще. Я не знал, откуда мне брать деньги. Ну, прикинь, я взрослый чувак, мне 18-19 лет, я не знаю, откуда мне брать деньги. Я не знаю, на кого я вообще учусь толком. Я знаю, что я физик, инженер, нанотехнолог. Я не знаю, кем я буду, где вообще эти знания нужны. Я год вообще не вдуплял. Но потом, когда я начал устраиваться на работу, я понял, что как бы можно там капитал сколотить какой-то минимальный, и меня это вывезет. Что и произошло. Я просто работал очень много и не тратил лишних денег. Вообще не тратил. Вот ты говоришь, что вначале не тратил деньги, Да. там первый миллион скапливал, а сейчас наоборот, легко тратишь. Да. И вот существуют такие, две разные стратегии. Кто-то говорит, только заработал, сразу купи себе iPhone, тачку, сумку, потому что нужна энергия и так далее. А кто-то, вот как ты говоришь, подкапливает. Вот как правильно? Сейчас ты как считаешь? Ну, это мое мнение. Имхо, как говорится, я рекомендую не тратить. Потому что если человек в такой ситуации, как я, когда родители не богатые, чудо с неба ждать не приходится, нужно заработать, первое, финансовую подушку, второе, для инвестиций деньги. Я заработал и то, и начал покупать квартиры. Дешевые сначала, дороже и дороже. То есть не надо себя ограничивать и крошки доедать. Надо просто жить нормально, но не шиковать. Это мое мнение. И создать финансовую подушку себе и инвестиционную подушку. Все. И дальше жизнь будет становиться только лучше. Я не понимаю тех людей, которые на последние деньги айфоны покупают, которые там... Ну, хочется же. Ну и что? Или, как говорят, ты вот заработал деньги, хотел iPhone, потом заработал и не стал покупать. И вот энергии стало от этого меньше, потому что ты не зарядил этот... А не знаю, мне энергии, мои возможности мне дают больше энергии, чем вещи. Ну вот, условно говоря, 100 тысяч на iPhone заработал, ты купил iPhone, у тебя больше нет 100 тысяч. Тебе надо потратить месяц, жизни твоей. Но когда у тебя 100 тысяч в кармане, это первая свобода, второе энергия, возможности. Ты эти 100 тысяч можешь превратить в лям, в 2, в 10. Это деньги, это возможность, это ресурс. И когда ты этот ресурс, последний свой ресурс направляешь на какую-то безделушку, это плохо, как по мне. Это мое мнение. Потому что для меня деньги — это возможности. И я никогда бы в жизни не въебал бы все свои деньги на что-то одно. Никогда. Я трачу сейчас, когда у меня намного больше денег. То есть я бы не купил яхту за $1 миллиард, понимаешь? На все деньги. Интересно, ты сказал, сначала отложить на подушку, потом на инвестиции. А вот подушка это сколько должно быть? Да у Как каждого это считать? свое понимание. Каждому Ну, человеку... как ее посчитать? Ну, как посчитать? Например, подушка. Вот для меня, наверное, подушка, это, 5 лет можно не работать, когда это мое мнение. Вот, наверное, 5 лет, чтобы я вообще не работал, мне было на жилье, мне было на поесть, мне было на мои хотелки базовые. Вот это, мне кажется, финансовая подушка. А дальше, то есть ты сначала копишь, но пока пятилетнюю подушку не скопил, не ее даже не инвестируешь? Нет, я так делал. И потом только в то, что сверху, Да. начинаешь с ними что-то Ну, делать. это моя тактика. Она может быть вообще неправильной, но она мне помогла. Вот я так делал. Я сначала обезопасил себя со всех сторон, и потом начал изучать инвестиции. Можно параллельно делать, но опять-таки, знаешь, как в крипте, риск-менеджмент. То есть не инвестируй все. Ты можешь там по чуть-чуть. Но я решил так сделать. Это вот моя тактика, которой я придерживался. Знаешь, мемас такой. Круто, круто, круто. Не, ну самое главное, что в итоге работает. Да, это работает. Окей, кайф.
Друзья, мы продолжаем наши съемки, новые фильмы, которые вам так нравятся. И вы знаете, что в каждой стране нам нужно найти, где жить всей съемочной команде, как ездить и передвигаться. И как здорово, что в каждой стране находятся прекрасные люди, которые нам в этом помогают, поддерживают нас, организуют нам весь быт и жизнь. Да? Да. Анжелика, расскажи, чем ты занимаешься и по каким вопросам к тебе можно обратиться? Я юрист, представляю юридическую компанию Wolf & Pack. Ага. Мы занимаемся регистрациями компаний, открытием банковских счетов, помощью в получении резидентского статуса, визы, Emirates ID. И все это в Дубае? И все в Дубае. Дубае и во всех Эмиратах? Да, во всех Эмиратах и полное юридическое сопровождение бизнеса. То есть, если человек хочет здесь получить резидентство, вот эту карточку, да, чтобы здесь можно было находиться, или вести здесь бизнес, открыть банковский счет, потому что здесь вкусные налоги, Да. то это можно к тебе обратиться. Конечно, Как? по любым вопросам. Ссылочку оставляю в описании, пишите Анжелике от нас, и она вам поможет все организовать, чтобы было чисто, красиво, пушисто. Спасибо. Ура, все, ссылочка. Ты вот интересную вещь сказала, что люди не знают, куда потратить деньги. Но, скорее всего, тот, кто посмотрит, скажет, да нет, я знаю. Но вот я вспомнил, у меня был тоже такой опыт, когда-то я взял и такой, мне тоже казалось, что я знаю. Я взял листик и просто написал сумму, тогда первый раз это я делал, 500 миллионов написал. Я такой, ну а на что я реально потрачу? И вот я помню, что мне казалось, что я знаю, куда, но после 150 миллионов я уже не понимал. Кончились идеи. И вот действительно есть вот это ощущение у всех, что все знают, куда. А когда ты садишься и конкретно выписываешь, не просто инвестиции, это нет, а на что конкретно, да, и вот прям прописываешь что, то ты понимаешь, что на самом деле емкость вот этого твоих ответов, которые есть, она очень маленькая. И ты про это говоришь? Да, есть вообще очень классное упражнение. Вот моя помощница Оля, которая со мной работает 3 года, она ко мне когда-то пришла на консультацию. Консультация у нее стоила 5000 рублей. У нее зарплата была 12. И мы с ней, и она такая, Женя, вот она из маленького города, она говорит, Жень, вот я мечтаю зарабатывать 50 000 рублей. Мы с ней расписали, вот, понимаешь, просто там вплоть до мороженки детям, на что она это потратит. Мы сидели 3 часа, расписывали эти 50 000 рублей. Ну что ты думаешь? Я взяла ее на работу, и она 3 года у меня зарабатывает 50 000 рублей. Я говорю, Оля, на тебе, вот я и постоянно как бы со своей командой работаю, что если вы хотите зарабатывать больше, вы мне об этом скажите. Мы будем думать, как вас применить у себя же в компании, потому что у меня вообще тьфу-тьфу-тьфу, за 3 года вообще нет текучки кадров. То есть вот только мы растем, но никто еще не ушел. Ни кураторы, ни наставники, ни видеооператоры, все мое как бы, да. И вот Олечка моя. И вот она 3 года, 50 000 рублей. Я говорю, Оль, тебе достаточно? Ну, то есть я уже выросла в десятки. Ну да, мне нормально. Я говорю, давай подумаем. Вот хочешь вот этим еще позанимайся, хочешь вот там аккаунт возьми, хочешь фотографии там, хочешь вот это. Вот давай мы тебе как бы вообще поменяем. Может Она быть. говорит, мне достаточно. Она такая, нет, я не хочу. Мне вообще, Жень, все нормально. Я говорю, тебе точно нормально? Мне прям хорошо. Вот, понимаешь, вот это вот про это, что как бы вот человек привык так жить, ему нормально. И для того, чтобы, ну, главное, чтобы все были счастливы. И вот для того, чтобы выйти на другой уровень, тебе нужно научиться вкусно жить, как я это называю. Нужно прочувствовать эту жизнь. Я говорю, тебе нужно просто переехать в другой город побольше, где повкуснее, потому что в своем городе на 50 000 рублей ты живешь очень вкусно, а в другой город приедешь, даже в тот же Екатеринбург. Здесь он ненадолго хватит 50 000 рублей. На 1 ужин, наверное, и то, наверное, на 2 без алкоголя, да, в каком-нибудь хорошем ресторане. И нужно просто научиться вот жить вкусно. И когда ты научишься жить вкусно, когда ты поймешь вообще, блин, как классно жить вкусно, ты начинаешь что-то делать. И просто всегда, многие об этом не думают, да, многие от этого бегут, так же, как от разговоров про деньги, да, про отношения. Люди не хотят думать о смерти. Есть очень классные тренинги, да, там, когда психологические, когда тебя кладут в гроб, или когда тебе даже вот люди платят миллиарды для того, чтобы там им, например, они об этом не знали, им вот при каких-то ситуациях, да, сказали, что у них там смертельная болезнь, например. И у людей такой колоссальный рост, такое переосмысление, когда я говорю, ребят, ну, это не... Чокнутый миллионер. Платят бабки, чтобы в гроб клали. Да, почитаю, очень много. Это прям, эти тренинги стоят огромные деньги, миллионы, для того, чтобы ты понял, что репита не будет.
что это не черновик, который ты сможешь переписать. Что и вообще, если вот так вот подумать, да, мне вот 35 лет, ну, по сути, большую часть активной жизни, полноценной жизни ты уже прожил. Когда ты можешь прыгать, скакать, бегать, там, я не знаю, 45 перелетов за месяц пережить, да, спокойно. Когда ты можешь пользоваться всем, когда у тебя еще красивая фигура, когда ты активен, когда у тебя мозг еще работает, не закостенел. Вообще доказано, что в 45 лет не то чтобы бесполезно учиться, мозг настолько теряет свою гибкость, что нужно приложить в 200 раз больше усилий, чтобы информация зашла, нежели бы в 20 лет. То есть в 20 лет прочитал, ты запомнил, тут же внедрил. А в 45 лет тебе нужно, я даже по своим ученикам смотрю, да, то есть какой темп, какие результаты. Девушка пришла в 20 лет на мои курсы, и женщина в 45 лет. Разная скорость, разный темп, разные результаты, хотя одни и те же упражнения. А потому что, ну вот, всему свое время есть. Все в этой жизни конечно. Ну, ты рассказала, с одной стороны, кому достаточно 50 тысяч рублей, но есть другая же сторона, зависть, когда кто-то видит кого-то, вот эту картинку или там Rolls-Royce, еще что-то, он начинает говорить, а это плохие люди, он начинает их осуждать. Это же какая-то другая сторона. А это, знаешь, про то, что на самом деле я сам этого хочу, но себе не разрешаю. И я ненавижу того, кто себе это разрешил. А знаешь, тоже есть поговорка, что люди несчастные от осознания только того, что у кого-то есть деньги. То есть, если кто-то в комментариях будет писать, что ты плохая, зажравшаяся инфобизнесменка или еще что-нибудь в этом роде, то, скорее всего, это первый же сигнал к тому, что люди очень хотят, Да. но просто не признали себе в этом. А Да? самая фишка в том, что если человек этого хочет, значит, он уже с этим знаком. Значит, его мозг на самом деле уже к этому даже готов. Ну, потому что, например, моя мама, она не знает, что такое Rolls-Royce. Ну, и что такое Lamborghini, она вообще как бы в другом мире, и как бы она даже этому не завидует, и это не в ее реальности. То есть зависть — это уже следующая ступень? Конечно, это супер, когда если ты завидуешь Rolls-Royce, если ты знаешь, что такое Rolls-Royce, знаешь, сколько он стоит, знаешь, сколько зарабатывают инфобизнесмены, значит, ты уже в этом варишься, и значит, твой мозг к этому готов, и ты можешь всем этим обладать. Вопрос только в тебе, что ты это обесцениваешь, тебе проще уйти в коробочку. То есть первая ступень — это просто ничего не надо, 50 тысяч достаточно. Да. Следующая ступень — уже завидовать. Да. То есть, поэтому, если вдруг вам достаточно, начните завидовать. Классно. И ругать в Я вообще комментариях. завидую, я такая Да? завистливая, честно. Вот это моя мотивация, да. Как бы я всегда говорю, некоторые психологи говорят, от зависти нужно избавляться. Я говорю, нет. Вот я вот что-нибудь увидела, вот так же с этой картинкой, когда я просто у кого-то увидела в чем-то блоге наверняка. Я говорю, все. А что я вру? Я увидела у блогера, которая здесь отдыхала в этом комплексе, и когда у нас стал выбор, где мы будем зимовать, да, в Дубае, я говорю, я хочу только здесь, только в АДРС хочу вот жить вот в этом комплексе. Когда нам сказали стоимость, конечно же, как бы, ну, немножечко глаза округлились. Ну, то есть это... Дороговато. Но это в 3 раза дороже, чем мы снимали до этого квартиру в Майами. Потом мы, правда, ее купили. Может быть, здесь так же будет, понимаешь? Мы ее сейчас снимаем, а потом купим, что наше сознание расширится. Я говорю, я завидую. Блин, вот я вот хочу вот так вот утром просыпаться. Конечно же, начинает мозг сопротивляться. Ему страшно. Он начинает говорить, а зачем этот вид? Там можно на второй линии, там подешевле, зато можно купить то-то, то-то, носки, трусы и так далее. Это опять про то, что тебе Вселенная, она дает. Она говорит, вот, у тебя же была мечта, я тебе дала на нее деньги. Но почему ты деньги тратишь теперь не на мечту, а на ипотеку? Как многие также. Почему они теряют деньги? Что женщина, например, мечтает о новых туфлях там, или о сумочке. Все, поставила себе на аватарку, хочет эту сумку, там, Шанель, не знаю, за 500 тысяч. И приходят эти деньги. То есть как-то она заработала, еще как-то, да, то есть Вселенная очень благосклонна. Что она делает? 99% случаев, когда я проводила такой опрос в социальных сетях, когда приходит 500 тысяч рублей на сумочку, они тратятся на ипотеку, на черный день, на ремонт, на, там, не знаю, обновить колодец на даче. Все. Все, соответственно, энергия на следующее свершение у тебя не поднимается, потому что мозг понимает, блин, я так пахал, заработал 500 тысяч, а он пахал-то на сумочку, понимаешь? А в итоге он остался голодный. Он получил, наоборот, еще негативные эмоции. Он сидел в ремонте, он потратил деньги на ипотеку. И когда ты уже хочешь опять что-то,
тебя не поднимается энергия, ресурсы для того, чтобы этого достичь. Ну, слушай, ну тоже полно людей, которые понапокупали себе сумочек. И, в принципе, все свои деньги спустили. И реально там у них ни квартир, ни активов, ничего нет. Просто стоят на этих сумках, Но это, которые скорее ничего с ними не всего, сделаешь. может, они счастливы от этого, с другой стороны. Может, люди разные бывают. Либо они счастливы, это первый вариант, либо второй вариант – это обманчивые. Когда человек себя обманывает, и он просто, как вот здесь в Дубае, да, ради красивой картинки снимают Ламборгини в аренду, сумки те же самые в аренду берут, чтобы куда-нибудь сходить, для того, чтобы жить обман, да. То есть это человек себя не знает, он себя предает. А я говорю про истинные желания, что вот если вот ты сильно хотела эту сумку, это образно сумка, там, не знаю, квартира, машина, а тратишь деньги на другое, у тебя ресурса не будет. Поскольку мы переезжаем из одной точки в другую, нам всегда нужна машина. И в этот раз нам GetTransfer выделил целый автобус, на котором мы гоняем везде, Дубай, Абу-Даби, чтобы успеть и вовремя сделать вам контент. Спасибо, GetTransfer, что вы нас поддерживаете. Ссылочка в описании. Это крестики, нолики из золота? Конечно. Но это не золото, да, наверное? Нет. Ты умеешь играть? Нет, не умею. Садись. Сейчас мы чемпионский. Когда я еще? Так, давай, кто первый ходит? Суефа. Ах ты. Суефа. Ладно, давай, ходи. Ты с нолика начинаешь. Ну все, будет ничья. Заканчиваю. Не, ну я просто знаю все ходы. Это моя суперспособность. Я знаю все ходы в крестике нолика. Ну все, ничего уже. Шансов нет. Ну ставь куда-нибудь. А ты зачем ты поставил? Ты просто ставишь. Ладно, ну давай еще, я просто должен выиграть. Теперь я первый. Так, Ну, давай. я с крестика начинаю. Итак, раз, твой выход. Все, ты проиграл. Нет. И теперь ничего будет. Ладно. Тренируйся. 2 раза ничья. Нет, тут есть только один способ создать ничью, если ты вторая. Это в серединку поставить. Если ты поставишь не в серединку, ты проиграл сразу. Проиграл? Да. А вон там рекламный щит, который постоянно рекламирует бургеры. И тут же на 2-м этаже тренажерка с видом на эти бургеры. Прикинули? Кто победит, интересно? Тренажерка Пока или... бургеры У тебя бургеры побеждают. побеждают тебя, да? Да. Да, слушай, ну квартира действительно так, ремонт минималистичный. Да, да. Ага. Так. Вот И это тоже это мастер-бедрум. мастер-бедрум. Так. Это вот вы здесь с женой живете? Да. Ну да. вот, это для... Ты признайся, ты вот так выставил... Не, на самом деле я люблю так. Или у тебя так всегда? Я так всегда. Прям клянусь. То есть, чтобы всегда было вот Луи Виттон, Гуччи, Ну, красиво же. Валентина. Вот так надо, Да. что, да? Все, это... Ну, просто это деть некуда еще Ну, я особо. понял, кто-то картины вешает, а у тебя пакеты из магазина. Нет, на самом деле, когда я куплю, ты просто мой офис не видел в Москве. Ага. Там очень, как там сувениры. У меня даже есть... У меня есть автограф Аль Пачино. Прям реальный. Или есть еще неразрезанные деньги с печатного станка США, там, доллары. Или значки, там, автомобильный знак из Швейцарии. Там. Я обожаю коллекционировать всякие сувениры из разных стран. И у меня в Москве в офисе прям все усеяно всякими кайфовыми вещами. Там статуэтки. Из Египта я привез золотой ключ жизни Анх. Там я за него чуть ли не подрался с египтянами. Ну, вообще прикольно было. Офигеть. А здесь просто нет возможности надолго это все сделать. Я бы тут полки сделал, картины поставил, свет нормальный сделал. Так, это, видишь, временное жилье. Ну да, понимаю тебя. Тяжело. Ну, как бы это приходится мучиться. Вот здесь я в основном работаю, вид еще лучше. Вот тут это офис, да, такой? Да, там сажусь, созваниваюсь с командой и решаем вопросы рабочие. Понял. Ну хорошо, пойдемте разберемся, что за рабочий вопрос у вас. Чего вы такого делаете? Наркотики продаете, нет? Нет. Ничего противозаконного. Да. Да, не воруете? Не обманываете? Ни в коем Государство? случае. Нет, никого. Супер законопослушные, порядочные. Родители богачи, которые бабки дают?
Нет. Нет? Но они самые крутые люди на планете. Так, Вообще а кто у тебя обожаю. родители? У меня мама ведущий экономист, а папа авиамеханик. То есть простые люди Да. по найму где-то работают, да? Да, да. У них кого есть шефы, там Да? все как надо. В кого ж ты уродился такой? Не знаю. Я сам. Self-made. Вот смотри, еще, чтобы вот все это заработать, знаешь, ты заработал на 5 лет, и деньги лежат, а тебе нужно и дальше еще работать. Но в этот момент просто могут силы кончиться. Так Вот как они кончатся? Ну откуда ты энергию берешь? Ну как они кончатся? Живы, здоровы все. Можем путешествовать. Голова в порядке, ясный ум. Ну как может энергия кончиться? Я не понимаю. Энергия кончается, когда близкие уходят, мне кажется. Меня это сильно выгорает. Ну, выбивает из колеи. А остальное я не знаю. Кого-то выбивает из колеи, что он там работает с утра до вечера, и ничего особо не получается. Ну а что не получается? Ну там Деньги от зарплаты до зарплаты, Ну. от зарплаты до зарплаты. Надо что-то менять, надо учиться. Тут все только от человека зависит. Не знаю, для меня это не выгорание, это не трата энергии. Для меня трата энергии – это то, что невозможно восполнить. Понимаешь? Вот я рос бабушкой, дедушкой. Вот когда кто-то из них уходит, это вся моя жизнь, да, полжизни моей. Это невозможно восполнить. Энергия бесследно уходит. Все. А когда, ну что ты не можешь сделать? Пойти проснуться, поработать, заработать, вложить куда-то. Ну вот люди просыпаются и говорят, вот сил нету. Проснулся, уже устал. Пусть питание наладят. Знаешь, питание тоже полезно. Я тоже замечаю, кстати, когда неправильно питаюсь, у меня такая вялость есть. Но все равно энергия всегда есть. Я всегда хочу работать, всегда хочу развиваться. Всегда. Все, что касается энергии для своих свершений, это вопрос только в голове. Чем человек мотивируется, чем человек заряжается. Если он себе придумал, что ему неоткуда заряжаться, он и не будет заряжаться. А у меня есть. Я просыпаюсь, я жив-здоров. Мне этого достаточно для того, чтобы черпать энергию. А кому-то нет. Все, я начала заниматься психологией. Доход у меня был тогда вот 350 тысяч рублей в сетевом. И я начала просто это транслировать, всю свою учебу, все свои знания, что вот лучшее учение — это повторение. То есть мои мысли, мои скакуны, есть такая песня великолепная. То есть наши мысли нам не принадлежат. То есть они вот всегда где-то фоном проходят, и какая-то мысль тебе пришла в голову, ее нужно записать, иначе ты ее забудешь. Так же, как мы забываем сны. И я думаю, ну, чтобы не забыть, надо это все транслировать в Инстаграм. И просто вот я что-то узнала, начала вести прямой эфир. Муж меня уже устал слушать на тот момент. Как бы, знаешь, всех не спасти, да, и что ты со своей психологией вроде как. Думаю, ну зачем я буду догонять и причинять счастье? Я начала просто вести прямые эфиры. И смотрю, вначале у меня 23 человека. Потом там 50. Вот люди сами начали делиться. Просто у меня консультации, я еще даже не получила диплом. У меня консультации были забиты от и до. Да, то есть просто можно, вот у меня проблема, можно, примите меня, можно к вам на консультацию. Я такая понимаю, что консультации вести я не успеваю, я еще в сетевом. Мне там команду нужно строить, банки продавать, и планы выполнять, да. У меня Инстаграм уже начинает функционировать, нужно с ним что-то как-то делать. Я думаю, и мне муж, мы лежим на Мальдивах, помню, под звездным небом, и он мне такой: Кстати, благодаря психологии я вот познакомилась со своим мужем, благодаря психологии и благотворительности, потому что я считаю, что это очень важно. Делать добро не только себе, да, а тем, кому это нужно. Но он говорит: слушай, а ему прям нравится. То есть вот это вот все инфобизнесмены, он всех знает, начал мне перечислять фамилии, там. Я вообще никого не знала. То есть даже сейчас меня все называют феноменом, потому что я вообще не в тусовке. Да, то есть я не состою ни в каком клубе, я не знаю никаких блогеров, я не тусуюсь нигде, ни в каких там пабликах, еще что-то. То есть я вот просто, хотя зарабатываю, да, по статистике там GetCourse на 7-м месте среди всех инфобизнесменов, которые как бы вот как-то вот активную позицию занимают. То есть я нигде не выступаю, у меня даже вообще ни одного публичного выступления не было, понимаете? Ну, сейчас я могу тебе сказать, что в комментариях все такие: о, очередной инфобизнесмен. Ну, понятно, почему такая картинка. На завод-то будет кто-то работать или нет? Вот какой у тебя может быть ответ таким людям? Конечно, я считаю, что, знаешь, всех не спасти. Вот если вы хотите такую картинку, вот я честно говорю, что все возможно. Я к этому пришла всего спустя 3 года.
Не, подожди, вопрос в другом. В том, что ты как инфобизнесмен, ты просто обманываешь людей, и на этом обмане, понятно, зарабатываешь. Ну, есть же те, кто воруют в банке. Ну, это же... И они тоже наверняка живут с таким видом. Ну, я никогда не спорю, да, то есть, Да. если вы Не, считаете... не, дело не в этом, не спорь. Ну, да, ответь как на этот вопрос. Но он же реально так. Куча курсов, всякое туфту продают, людей обманывают, там обещают, что они станут миллиардерами, миллионерами, и, по сути, это просто пирамида. И вот как бы суть любого курса — это объяснить, что вот ты тоже так будешь жить, ты только заплати мне. Платишь, и тебе там, ну, видосики какие-то отправили, ты что-то должен посмотреть. Но это же правда так, это же тоже существует. Слушай, ну я себя вообще не отношу к инфобизнесменам. Ну, подожди, отношу, не отношу, ты этим занимаешься. Я занимаюсь... То есть я взяла инструменты современного мира. Да. То есть инструмент онлайн-образования сейчас повсюду. То есть Нет, смотри, мой тезис в чем, смотри, очень простой. Вот если человек, там, у него завод, он производит там, бананы. Значит, это понятно, потому что бананы нужны всем, все их кушают, это понятная выгода. А все, кто продает курсы, это какая-то пустышка. Ну, Так? пускай я продаю пустышку. Ну так Пускай объясни мне, будет почему так. это не пустышка? Слушай, Не ну, конкретно у тебя, а в целом? В целом, я считаю, что мы никого не заставляем что-то покупать. То есть мы создаем продукт. Он действительно качественный. И действительно у меня есть, я всегда говорю, что если вы найдете продукт, курс с такой же тематикой, также качественно сделан, с такими же инструментами, дешевле, да, то я без проблем верну вам деньги, если вы скажете после моего курса, что вы не достигли результатов, потому что у меня действительно есть То есть ты возвращаешь деньги в конце, если люди говорят нет? Да, типа, да, то есть, ну, во-первых, программа все дает посмотреть. Сколько человек посмотрел урок, когда он вышел, на какой минуте, сделал ли он домашнее задание, сколько он времени потратил. И если я вижу, что человек прошел все курсы, сдал все домашние задания, и точка А, и точка Б, которую он себе поставил, он не дошел, то мы начинаем это разбирать, эту ситуацию. Но за 3 года у меня не было ни одного случая, чтобы меня попросили вернуть деньги. Потому что действительно, я считаю, что почему мой феномен, да, и вообще мой успех в том, чтобы не набрать, не знаю, 5-10 миллионов подписчиков и постоянно им что-то продавать. У меня возвращаемость 63%. Вот, понимаешь? То есть, когда заходят... Повторно покупают один и тот же курс? Да. Понимаешь, у меня всего 3 курса, и сейчас стартовал поток флагманского курса, и 3-й раз его уже покупаю, понимаешь? Ну что ты там такое даешь? Расскажи нам сейчас. Что там самая главная фишечка? Слушай, самая главная фишка всегда, говорю, не обманывать себя. Вот себя узнай вначале, себя пойми, и потом... Ну давай, уже... как мне это сделать? Вот я прямо сейчас, я хочу себя понять, давай. Там у тебя уже есть вторая половинка. Мы сейчас говорим про курс про отношения и про Господи. бизнес. Ну что-то, чтобы я сейчас мог применить, чтобы это была не теория, а вот на мне проверим. Вот я сомневаюсь, сейчас не веришь, но ты говоришь, понять себя. Вот давай, я сейчас хочу себя понять, что мне надо сделать. Чтобы практика была, конкретно сейчас. Конкретная практика. Во-первых, ты должен определить свои ценности. На 4 уровнях отношения держатся на 4 столбиках. Деньги, Так, секс, так, хобби так. и ваши общие интересы. Это ты имеешь вот с женой с моей, Да, например? своей женой. А деньги это что значит? То есть вы должны полностью, ты должен сказать, как ты видишь вообще, как финансы должны распределяться в семье. Так мы знаем это. У вас совпадают ценности? Конечно, у нас здесь PNL семейный, конечно, и кэшфлоу семейный, все трекается, все считается, и есть четкие правила. Я зарабатываю, отдаю деньги на семейный бюджет. Жена тратит семейный бюджет. У меня есть свои собственные деньги, я их сам трачу, есть инвестиции, я их трачу. Есть деньги, которые жена сама тратит. Вот сейчас будет рекламная пауза. Это к вопросу, что есть нормальные мужчины, потому что женщины постоянно говорят, что нормальных мужчин нет. Что мужчины хотят 50 на 50 или вообще не хотят давать деньги. Я всегда говорю, это значит, вы таких мужчин выбираете. Вот в моем окружении... Так тоже нормально. Так тоже нормально. 50 на 50 тоже нормально, если такие договоренности есть же по-разному у кого-то устраивают. Это иллюзия. На самом деле ни одну женщину, да, то есть я всегда говорю, это обман. Вот давайте будем честными. Что значит 50 на 50? Давай тогда мы будем делить. Каждый стирает свои носки. Вот как вот в Европе, да, там 50 на 50. У них даже расписано, кто когда сидит с ребенком. Они не завтракают, не обедают, не ужинают дома, а если они обедают и ужинают, они готовят вместе. Даже по фильмам посмотри, да, давай приготовим что-нибудь. А у нас как? Давай, женщина, ты еще и дома работай, на работе работай, и 50% приноси еще в семью. Так я еще готовлю иногда. Готовишь? Тогда не нет, а часто, как мы удовольствие. же деньги делим 50 на 50 до копеечки, там 30 тысяч зарплаты, 15% там в общий бюджет. Ну давай тогда в норму час поделим тоже все.
по минутам. Сколько ты действительно готовишь в неделю, сколько ты стираешь в Так, неделю хорошо, и а что так с этим-то далее. делать-то? Ну вот если сейчас такая ситуация у кого-то. Если сейчас такая ситуация, не врать, потому что всегда, вот вы познакомились сейчас, и у вас есть конфликты на какой-то почве. Да. Через 10 лет у вас будут конфликты на эти же вопросы. Но мы с женой, с Танисмой, мы сразу, это был один из первых вопросов, который мы обсуждали, потому что я четко понимал, что она привыкла к очень богатой жизни, а я тогда был очень бедным человеком. И я сразу сказал: Таня, смотри, чтобы у нас было это, я сегодня бедный чувак. Мы очень открыто с ней это все обсудили. Но ты ей Самое- пообещал стать богатым? Не, о чем, как я могу это обещать? Вот молодец. Вот опять же, вот хвалю. Ну, такая же глупость, значит, как я могу это обещать? Я же не знаю. Ну, потому что женщины очень часто влюбляются в иллюзию, а мужчины дают эту иллюзию. И Какая там иллюзия? А у нее до меня были олигархи, а я в метро ездил в красном пухане, и она потом мне призналась, говорит, когда первый раз свою квартиру видела, вообще испугался, потому что там зеленая бодерная боль. Какие там иллюзии, какие-то обещания, да. Ну, имеется в виду, Против что... ветра писать, понимаешь? Ну, что большинство женщин вообще отношения на иллюзиях строятся. Она встречает мужчину и такая себе фантазирует. Ну, вот возьму его, потом, наверное, лет через 5 разбогатеет, наверное, вот полюбит детей. Так это же и вообще так странно. далее. Причем- Так причем тут есть, вот деньги-то? они все такие. Вот в большинстве своем 90% женщин влюбляются в иллюзию, что мужчина после брака поменяется. Да выбирайте просто таких, как я был 10 лет назад, чтобы ни денег не было, ни жратвы не было, на метро ездит. А здесь, видишь, какая другая проблема. И Какая? выбирают же такие же, но все равно разводятся. А потому что семья — это про что? Что люди должны смотреть в одну сторону, двигаться в одну сторону, еще и в одном темпе Да двигаться. вы что-то усложняете все. Просто любить надо друг друга и все. Тогда давай Вот с я, тобой вот, честно обсудим. говоря, если бы я вдруг встретила любую девушку, которая ко мне бы отношение было такое, типа, что, сколько ты там заработаешь, когда заработаешь и так далее, в принципе, на этом бы и закончится наш разговор. Не в том, потому Так что она есть... даже не спрашивает. Они себе просто это фантазируют. Им родители говорят: выходи замуж. Ему всего там 30 лет, он разбогатеет. Они читаются журналов, и они не будут спрашивать, они боятся задавать вопросы. Это тоже, кстати, проблема у многих. Они просто в иллюзию верят. И это ошибка многих. Мне прям неприятно все это. В принципе, при чем тут мужчина и твое отношение с ним, и как бы зарабатывать, не зарабатывать. Ну так вы же встречаете не чтобы он был богатым или не богатым. Это одна из ступеней, на чем держатся отношения. Отношения держатся на 4 ножках, как стул. И финансы — это, ты все покупаешь, воздух стоит денег. И нужно уметь договариваться, я этому учу. И женщинам говорю перед тем, как вот если тебе не нужно себя обманывать, понимаешь? То есть если, например, тебе вот важно носить сапоги от Гуччи, Пошел, заработал. иди или сама заработай, да, как бы, или главное быть честными с собой. А то же женщины, они же сами себя обманывают, выходят замуж, не разобравшись, а потом страдают. А вот про любовь — это, знаешь, очень хорошая вещь. Вот как ты думаешь, когда люди идут в брак и заключать отношения в ЗАГСе, они что, не по любви идут? Не знаю, идет много, наверное, разных. Ну, идут же они все равно любят. Судя по твоим рассказам, всякое бывает. Ну, идут, они себя любят, это чувство, это эмоции, это как бы, они идут в ЗАГС. Ну, почему тогда у нас 90% разводов? Они же любят друг друга. Ты говоришь, самое главное — это любовь. Потому На что любви не- держатся отношения. Так Значит, вот они не любили все идут. Ну, как не По-настоящему. любили? Ну так. Так а что значит любовь по-настоящему? Любовь по-настоящему — это когда что бы ни было, что бы ни происходило, я на всю жизнь с тобой. Это какое-то терпило получается. Нет, конечно. Так а может быть тогда найти Это- сразу же человека, с кем у вас будет путь интересный, а не сложный? Любой. Так путь любой, у вас Вообще. должны быть общие Ну тут мы не ценности. согласимся вообще. Это вообще, ну ладно, просто вот это все, настолько неприятно вот это все. Конечно. Абсолютно вообще дело не в этом. Вы просто любите друг друга, и вы хотите быть вместе всегда. Вот, девочки, кто меня смотрит, я про это, что мужчина и женщина, мы абсолютно разные. И очень важно понимать психологию мужчин, потому что мужчина, он будет не соглашаться. И поэтому задача женщины — изучать мужскую психологию, чтобы грамотно выстраивать отношения счастливые, чтобы всем было комфортно. Ужас какой. Давайте следующую тему. Что там у нас было интересно? Вот я, знаешь, потому что есть люди, они некоторые боятся денег. То есть на самом деле им кажется, что они хотят, но если они представляют, что у них было бы, там, как у тебя, 12 миллионов долларов, они сразу такие: «О, Ну, я страшно!» скажу честно, что это не то чтобы страшно, но это Страшно, огромная ответственность. Ну, конечно. Это big responsibility, там, big money, big responsibility, такая есть афоризм такой. И так и есть. Как ты с этим справляешься? Ну, ты просто вырастаешь до этого. Ну, они ж тебе не с неба падают. Люди думают, что они просто так мне достали, все 12 сразу. Нет, степ-бай-степ.
И ты становишься-то взрослее. Просто если ты не начнешь зарабатывать, ты останешься этим ребенком без денег, подростком каким-то, и все. Деньги никогда не... Ну, падают, конечно, но в очень редких случаях. В основном их надо зарабатывать, ебашить прям. И с деньгами ты сам взрослеешь. Ты... Ладно, не могу. Ну, говори. Да ладно, скажи. Ну, скажи. Например, там, когда надо... Да не могу это вообще. Ну, скажи. Не, это просто не то. Это вырезать придется. Ну, ничего, ну, скажи. А там решим вырезать. Не-не-не. Ну, ладно, скажи, ну, что. Ну, один раз просто огромную сумму перевозил, прям очень большую. Я такой думал, блядь, я даже себе ее представить не мог. А сейчас я просто ее везу, чувак. Ну, тоже ответственно. И чё, не сдох, не умер. Нормально все. И опыт клевый, как бы, и понимаешь, там, классно А же. что такого? Тоже цифры просто, да? Ну да, это просто цифры. Очень крутая притча, сейчас расскажу. Она будет обтекаема, но был ювелир, точнее, человек, у которого был огромный просто алмаз, неотесанный. И ему надо было их разделить на два. И кому он не приходил из ювелиров, говорит, мне нужен один точный удар. Один. Если ты не сможешь, все отказывались. А другой, и спустя там 10 человек, ювелиров подошел к другому и просто сказал, раздели мне, пожалуйста. И он одним взмахом просто огромный, самый единственный на планете там алмаз разделил идеально на две части. Это к чему? Что пока ты не знаешь про ответственность, ты к ней не относишься как к ответственности, понимаешь? Либо легче чуть. Да не просто легче, ты не осознаешь того, что это даже ответственность. Потому что все не брались даже за эту работу, потому что не понимали ответственность. А он не понимал, он просто взял и сделал. Поэтому эти все ограничения в голове. Также вот если бы я не знал, что это там такая сумма, я бы просто ехал на тачке и все. Понимаешь, я бы даже ни о чем не думал. Так в тачку не помещалось. Вот смотри, ты говоришь, сейчас у тебя 12 миллионов долларов примерно капитал. К 40 годам ты хочешь уйти на пенсию. Осталось еще 14 лет. Сколько ты хочешь сделать за 14 лет? Ну, какая цель? Ну, честно, в идеале, прям в идеале ярд $1. Миллиард долларов? Да. То есть ты хочешь стать долларовым миллиардером? Да. Ну, мне кажется, мне этого достаточно будет. Ну, конечно, аппетит растет во время еды, но на данный момент хочу ярд. Вот хочу ярд, потому что... Ну, а ты понимаешь, как ты его сделаешь? Потому что одно дело, 12 миллионов долларов еще как-то можно. Ну, но да, ярд — это да. совершенно другие цифры. Как ты это Я сделаешь? к этому иду. У тебя есть по идее, как это сделать? Есть, но говорить не буду. Почему? Ну. Ну, а в каком направлении? Тоже Недвижка, крипта, Тоже не обучение? скажу. Вообще в каком другом? Я к этому пока только иду. Ну, Но скажи, в другом или в одном из текущих? это часть. Часть. То, чем я сейчас занимаюсь, это часть. Но есть еще одна темка. Ну, а за камерой скажешь потом? Ну, вот так вот, да? Играй с тобой потом в волейбол. Нет, правда, есть стратегия, которой я хочу придерживаться. Окей, Как бы красавчик. к 40 годам, я думаю, это все будет. Главное просто не останавливаться. Круто. Давай представим, что сейчас сидит человек где-нибудь в Саратове. Ага. Он пока в начальной стадии, не знает вообще, с чего начать. И смотрит на тебя. У тебя вид на высотки, кучу бабок, все уже хорошо, есть понятная стратегия на $1 миллиард. А он такой, блин, Относительно. как бы это, ну, очень далеко для меня. Я в самом начале. Что ему делать сейчас? С чего стартовать? Начать в себя верить. Как? Ну вот так, если он в себя не верит, как он поможет себе? Первое, начинаешь верить, что ты это можешь. Я как с самого начала говорил... Ну давай. Давай. Верю. Как это? Нет, смотри. Ну как начать Мы верить с тобой у автомобиля обсуждали о чем? Что некоторые люди злятся и по-черному завидуют. Да. Другие люди мотивируются, как я, и понимают, что это возможно. Даже когда у меня не было ничего, я никогда не думал, что я не смогу чего-то добиться. Никогда. Я бы просто рекомендовал поверить в себя и зависть переключить на мотивацию. Мотивация — это то, что ты понимаешь, что кто-то добился с таким же набором данных, как и ты. То и ты это можешь сделать. Это самое главное. И это дает огромную веру в самого себя. Потому что ты ничем не хуже. Ты думаешь головой, ты можешь ходить, ты можешь писать, у тебя руки на месте, все нормально. Да даже люди, у кого что-то не на месте, добиваются большего, чем остальные, понимаешь? Блин, я, знаешь, вспомнил сейчас. Я как-то давно, значит, лечу в самолете. И сижу и злюсь на людей, которые в бизнес-классе. Я думаю, блин, вот они, типа, легко тратят деньги, не считают и так далее, а я вот как бы так. А потом я понял, что если посчитать экономически, то люди, которые сидят в бизнес-классе, они заплатили примерно 50% от всех денег, которые получила авиакомпания
за этот перелет. И получается, что они заплатили за то, чтобы я мог сидеть в экономике. Ну, тоже верно. Понимаешь, Без да? них могло бы не состояться рейсы, Ну, наверное. не то, что да, то есть экономика бы не сошлась. Ну да. Потому что вот эти там несколько рядов бизнес-класса, они заплатили существенно больше денег, что хватает там на топливо, на зарплату, на прибыль, на рост этой авиакомпании и прочее. И именно они создают возможность для эконом-класса. А обычно наоборот, ты сидя в эконом-классе, осуждаешь их и думаешь, что они какие-то стрёмные ребята. Также и кто-то будет смотреть это видео, Ну и да. 100% кто-нибудь в комментариях напишет, да, он мудак, он там инфобизе, Да мне- он да там мне часто- криптант, да. он обманщик, там, Мне часто так типа ему пишут, на самом родители, деле. типа Вот все про родителей неправда, пишут, да. типа это все пустые слова. Но реально же в тот момент, когда человек пишет эти слова, в первую очередь он делает хуже себе. Да. Вообще. Тебе-то, в принципе, что напишет, что не напишет, у тебя и так тепло и красиво. А Это самое да. главное, что он себе сделает плохо. Да. Меня это, честно говоря, очень сильно удивляет. Потому что, когда YouTube начал подхватывать наши ролики, Ага. и его стал смотреть не только вот круг моих друзей, знакомых, потому что вначале те, которые там, мои, так сказать, близкие люди, они, конечно, все позитивные комментарии писали. А когда наши ролики стали набирать миллионы, Да, ваши ролики — это уже отдельная страна меня целая, просто миллионное шокировало население. то, что реально очень много людей смотрят и говорят, да, это неправда, он актер, он своровал, это все туфта. И я такой думаю, господи, а как, а что сделать-то? Вот он стоит, вот можно пощупать, вот он настоящий, как бы, как еще? Один, второй. А что должен человек увидеть, чтобы поверить, что это все правда? Что ты сам с нуля, ничего, никто тебе не Мне помогал. кажется, они ничего не должны увидеть. Они просто так оправдывают свою неудачу. И все. Это люди, запрограммировавшие себя на то, что у них ничего не получится, а у кого получается, это не у них получилось, а им это свалилось. Мне очень много пишут таких комментариев. Очень много. Вообще дофига. Ну, что бы ты сказал про этих людей? Пусть над собой работают. Над собой, над своим мышлением. Ну, Я- а как это сделать? Как? Не знаю. Просто работать над собой. У меня в жизни все просто. Если я замечаю за собой какие-то косяки, или там, что я начинаю, знаешь, депрессивным быть, или еще что, я просто переключаюсь. Важно это заметить. Вот и пусть люди, которые сейчас хейтят и пишут негативные комментарии, это заметят и признают в себе ошибку, что это неправильно. Пусть они переключат свое мышление на мотивационное, а не на завистливое, понимаешь? Ну как неправильно? Там же устойчивая картина. Какая? Как бы, ну как? Это все обман, это все кидало, честным путем не заработать, это дети чиновников, это актеры, это заказное видео, это как бы все не по-настоящему. Но мне кажется, они в глубине души понимают все-таки, что это все реально, и этого можно достичь. Но они оправдывают свое бездействие такими словами. Мне кажется, очень многие, кто такое пишет, они понимают, что все возможно, но надо поднимать жопу и хреначить. Давай И всё. представим сейчас, что за этим видео стоит, смотрит, Давай. за камерой стоит Давай. самый жесткий хейтер, но который говорит, ладно, на минуточку я готов допустить, что это правда. Ага. Но я все равно пока не все верю. И у тебя есть 1 минута, что ему сказать. Вот представь реально, что ты прямо сейчас 1 минуту можешь повлиять на 1 миллион человек. Окей. Что ты можешь им сказать? Посмотри в камеру и скажи что-нибудь. Первое. Берегите свое здоровье и держите его в супероптимальной форме, потому что когда у вас плохо со здоровьем, вы ничего не можете делать. Второе. Не тратьте свое время и свои ресурсы, деньги и возможности на то, что вам не принесет пользы в будущем. И формируйте вокруг себя самое лучшее окружение. Не общайтесь с депрессивными людьми, не общайтесь с теми, кто тянет вас на дно. Общайтесь только с теми, кто вам помогает и тянет вас наверх. Как-то так. Блин. На самом деле, это же правильная вещь. Да, следишь за здоровьем, зарабатываешь деньги, не тратишь время и общаешься с хорошими людьми. Вот и все, как бы все это говорят, но никто этого не делает. Ну, или те, кто делают, у них потом получается. А потом им говорят, да, это А все потом папа, говорят, мама. да, все папа, мама, да. Мне тоже иногда пишут, так ему все папа все спонсирует. И так и есть, папа и мама спонсируют своей любовью. Да. У меня мама, папа простые врачи. Да, да. Наша спальня. Ох ты ж, ванна. Ну, почему-то за 27 тысяч долларов не моют нам окна. Да. Ну и вот со стороны ванны на завод, да? Это очистительные сооружения, которые очищают воду и делают ее пресной.
Но они шумят там, да, все время? Нет, вообще не шумят, вообще нет никакого абсолютно звука, если честно. Мгм. Так, ну у нас Пустыня. традиция. У нас традиция. Я должен залезть в твою ванну. Да, пожалуйста. Ругают, говорят, я ботинки не снимаю. Снять надо, Не да? надо, не надо. Не надо? Нет. Вот видите, не ругайте меня в комментариях, что не снимаю. Все просят, чтобы я не снимал. Так, опа. Я обычно с хозяевами, но ты в юбке, поэтому я же... Опа. О, так, ну-ка. Ой, хорошо. Так, раз, так, посмотрел на очистительное сооружение. Не, ну, конечно, грязные окна, это... Вообще. Он не уровень, я понимаю. Это как ты это терпишь? Смирилась. Медитация. Приняла, медитация. приняла, да. Приняла. Классно. Принятие. Ну, давай я тебе расскажу. Действует Вот у меня дальше. была там мечта, я хотел очень одну машину. Tesla Model X. И вот я был один из самых первых владельцев в России. Но я потратил на 15 миллионов. А сейчас я понимаю, что если я вместо нее купил тогда акции Теслы, то эти бы акции сегодня стоили, ну, там не сегодня, там в прошлом году, 230 миллионов. А сейчас мою Теслу хрен продашь в Москве. Максимум за 5 миллионов. Ты Ты что, считаешь, правильно я сделал? Ты заплатил за знания. Как я всегда, когда мы совершаем... Так вы получили теперь бесплатно, ребята. Я вам с вами поделился только что. Ну, вот так не работает. Как правило, люди учатся всегда на своих ошибках. Через свой путь мы должны пройти. Ты наверняка, когда проходил этот путь, ты получил колоссальные знания и опыт. Ты понял, что такое Тесла, ты пришел, ее купил, ты наверняка испытал эмоции, у тебя, может быть, появились новые знакомства, ты расширил свое сознание, позволение, понял, блин, я могу. Это уверенность в себе. Уверенность в себе — это 50% успеха. Вообще, формула успеха. 50% уверенность в себе, 40% наше окружение и только 10% это знание. Это вот к вопросу, почему очень умные там профессора, доктора наук, они чаще всего не роскошно живут. Потому что нужно для того, чтобы быть Есть успешным... знания, но нет окружения и уверенности. Да? Если он, вот у него есть куча знаний, но он приходит на работу, сидит в замызганном кабинете, среди таких же, кто попивает чай, там, лисма за 5 рублей, и разговоры у них там вот только о науке. И вообще и деньги — это как бы не про добро. Еще и всех хаят, да, богатых. Все. То есть уже 40% нет. Еще он на самом деле не уверен в себе, потому что себя-то он, например, не проработал. Он, например, не доктор там, психологических наук, а доктор там, по химии. Там, да, и, соответственно, он не понимает, да, уверенности у него нет, да кто я такой. Мне мама всегда говорила, что ты бестолочь, что ты вообще должен учиться, как сосед Ваня, на 5, а у тебя 4, поэтому уж куда я тут сижу на кафедре, зарабатываю свои деньги, сейчас куда-нибудь начну стремиться и это место потеряю. И вот так они живут. Поэтому я всегда говорю, что знания, конечно, они очень важны, но это не равно успех, да, чтобы ты должен еще общаться с определенными людьми. Как я всегда говорю, что бедный тебя приведет к бедности, богатый тебя приведет к богатству. Всегда нужно стремиться общаться с людьми, которые на ступеньку выше. Тогда у вас будет и рост, и развитие, и интересы. Ну и, конечно же, работать над своими страхами. Всегда нужно идти туда, где страшно. Там рост. Вот я недавно смотрела тоже какое-то интервью и полностью солидарна, когда услышала такую фразу, да, что вас привело к успеху, а я всегда иду, куда страшно. Когда вот, знаешь, там, Инстаграм убрали, да, то есть страшно, там, что теперь будет? Да ничего, да, там, есть Телеграм, ВКонтакт, Одноклассники, в конце концов, билборды развесим, решим. Нужно всегда идти в свой страх, потому что только там рост. Потому что если ты будешь делать только то, что тебе комфортно, ты останешься вот в этом вот своем комфорте. Если ты хочешь роста, нужно всегда. Знаешь, это прикольная есть притча про лягушку. Сидит лягушка в болоте в своем. И ей говорят, что вот в другом болоте вообще так классно. Вот вообще классно в другом болоте. Она такая своим говорит, все, я пошла вот в другое болотце, там говорят, классно, кто со мной? Они такие, нет, куда ты пошла, там вообще неизвестно, там убьют, украдут, еще здесь место потеряешь, мы не пойдем. Все, она идет, мост. Идет она вот по такому мосту примерно, да, и ее прям штормит. Ветер, снег. И вот ровно на середине моста, уже практически, когда она там скоро уже конец, а не видно еще другого-то болота. И начинаются вот эти вот сомнения. И те еще кричат, возвращайся, куда ты пошла, возвращайся. Почему там жены часто возвращаются там, в прошлое отношения, люди отказываются от контрактов каких-то. Потому что вот нужно вот действительно вот этот момент, когда ты один, ты один, потому что
и тебе страшно, у тебя нет поддержки, потому что старые отвалились, а к новым ты еще не пришел. И это самый сложный момент. Когда вот еще женщина, когда она одна, например, да, когда ей говорят, что ну потерпи, не надо там за первого встречного выходить. Она не может, ей страшно. И вот я всегда говорю, что уже просто вот чуть-чуть потерпеть, всегда за поворотом уже будет как бы другая история. И вот здесь точно так же нужно просто идти куда страшно. Это, наверное, такой самый классный совет, кто начинает. Конечно, мне было страшно и прямые эфиры вести, и выходить, и хейтеров не было страшно. И даже с тобой сейчас интервью мне было страшно. Я там, знаешь, 3 дня готовилась. Думаю, блин, какие вопросы мне зададут? А что спросят? А вдруг что-нибудь задаст, а я не знаю ответа? А потом на меня снимут разоблачение. И еще что-нибудь. Знаешь, вот эти вот страхи. Вот только нет, все, я сказала, я пойду. Вот как будет, так будет. Это моя зона роста. А вот ты говоришь окружение, все говорят, нужно окружение. Ну а как попасть в него? Вот Да, как ты выбираешь людей, с которыми ты общаешься? Да, блин, знаешь, что такое эффект бабочки? Когда одно маленькое событие может поменять всю твою жизнь. И также с окружением. Вот знаешь, как моя жизнь немножечко, даже процентов так на 20 поменялась. Я пошел в поход с владельцем автосалонов Porsche и Lamborghini. Потом этот человек устроил меня на работу контент-креатором. Но ты понимаешь, какова была вероятность, чтобы я пошел в горы вместе с собственником многомиллионного Ну ты просто бизнеса? счастливчик, тебе повезло. Хорошо. Ну не каждого Дальше. зовут на Дальше. поход владельцем Porsche. Дальше, хорошо. Там были все люди обычные. Просто я заметил, что человек очень увлечен съемкой, очень круто снимает, очень развит, очень интересный. Я подошел, пообщался, познакомился. Я не знал, кто он. Ты не знал, Я что... не знал, кто он. А, то есть ты был в обычном походе. Конечно. Ты не знал, кто он такой. Конечно, конечно. Но ты увидел, что он увлечен чем-то. Да, он очень интересный человек, он всесторонне развит, у него отлично поставлена речь, он снимает, у него были тогда объективы на iPhone. Там, блин, очень интересный человек. И меня тянет к интересным людям. Я без проблем подойду, познакомлюсь. Чего советую абсолютно всем. Вот если ты видишь, что человек интересный, не стесняйся, подходи. Ну, откажет он тебе, что ты потеряешь? Ну, -1 из 1000 поинтов Ну, в своей страшно. самооценке. Ну, страшно, что? неприятно. Ну, хорошо, в жизни куда больше неприятностей. Так же? Так же. Я считаю, что то, что ты можешь получить, несопоставимо с тем, что ты можешь потерять. Ты вообще ничего по факту не теряешь, кроме своего эго или самооценки немножечко. А некоторые вообще не теряют этого. Ну и окей, не хочет, как хочет. Ну ладно, ну бывает же такое, ты приходишь на какое-то мероприятие, на конференцию, там какой-то вот человек, который, знаешь, такой навязчивый, он ко всем лезет, он такой, ой, здравствуй, там, Ой. Паша, привет, там, вот это все. Ну, как бы это тоже раздражает. Согласен. Но это же надо. как вот не перейти эту грань? Все в жизни баланс, верно? Ну. Ты же не можешь потратить все свои деньги. Так же. И не можешь заработать все свои деньги за раз. Также и не надо ко всем подходить и со всеми знакомиться. Ну, держи золотую середину. Никого не доставай, ну и не будь отшельником, понимаешь? Все везде одинаково. Просто будь самоуверенным, ответственным, не знаю, самодостаточным. Знакомься со всеми людьми. Как мы с тобой познакомились? А? Ты позвал меня на волейбол. Нет. Нас познакомил с тобой человек на мероприятии. Помнишь? Да. Да. А еще просто формируешь общение, оно становится больше, так же, как и денежки. Ты зарабатываешь денежки, и чем больше их становится, тем больше возможностей Ну реинвестировать. давай справедливости ради. Давай. Вот я просто по себе сужу. Я прихожу на мероприятие, меня уже просто все знают, и ко мне подводят людей и знакомят. Вот так же, как нас с тобой познакомили. Но вот сам, я тоже, честно говоря, не сказать, что когда-то я брал и подходил. А я подхожу. Я часто подхожу, да. Я могу как знать человека, так и могу и не знать человека. Я вообще без проблем завожу разговоры с кем угодно. Если у меня есть тема, которую я хочу обсудить, прям подхожу и говорю. Это очень полезный навык. Я считаю, что это огромное богатство нетворкинг. То есть, если ты хочешь прокачать свое окружение нетворкинг, то посмотри, какие есть походы, какие есть мероприятия, Конечно. конференции. Да. Запишись, приди и познакомься. Да. Это знаешь, как девушки там говорят, и парни говорят, если ты хочешь хорошую девушку, иди в библиотеку, верно? Ну, это такое есть устойчивое выражение. Там, когда девушки там говорят, если хочешь богатого парня, иди в дорогое место, понимаешь? И также и тут, если ты хочешь хорошее окружение, ну, как бы, будь там, где хорошее окружение, где саморазвивающиеся люди, богатые люди, там, успешные, стремись туда же, иди туда же. Все очень просто. Я не знаю, как можно этого не понимать. Надо это все делать просто. Здесь тоже вид на пустыню.
Спальня, санузел. Это вот тоже, где окна не моют, со стороны Да, получается, да? да, они, видимо, с той стороны еще иногда подмывают, скажем так, чтобы Да, совсем не чтобы ругались. Но здесь что-то. канал красивый, Арина. Красота, красота. Как-то А вот вот там алмазное хранилище находится, которое мы снимаем. В подвале, представляешь? класс. Так. Поэтому на самом деле, я думаю, что если бы мы жили в Москве и 27 тысяч долларов, наверное, мы могли бы снимать что-то Кремль бы сняли. на Рублевке. А так вот в Дубай Да. это Небольшая скромненькая квартирка с красивым видом, да? да, стандартная такая вот стоимость. Но Классно. опять же, на цену сейчас влияет ситуация в мире, Мгм. что русские сюда приехали все. И, конечно же, люди хотят заработать. Если ты русский, плати x2. Да? Русским в 2 раза дороже? Ну, практически, да. Последнюю тему хочу обсудить, потому что ты выглядишь уверенным в себе человеком. И ты об этом сказал, что это 50% успеха. Вот как можно поднять этот уровень уверенности? Вот у меня есть какой-то уровень, я хочу его поднять. Что мне сделать? Не обесценивать, во-первых, свои вообще успехи. Ага. Потому что мы, вот послушай, когда вот отследи, возьми дневник и в Ага. течение дня просто записывай свои мысли. Мгм. Скорее всего, чаще всего, как люди разговаривают с собой. Да ты дура, опять опоздала. Да блин, зачем ты так ответила? Надо было сказать вот так вот, вот так вот. Мгм. Блин, а что ты вот это одела? Блин, а надо было вот так вот сделать. Ну вот я какая-то вообще тупица. И не то, и не так. И вот Так. в течение дня нужно просто себя прям вот ловить, да, то есть надеть себе там браслет, резинку, щелкать себя по носу или там устроить себе какой-то батл, что за каждую ругань в своей голове на себя ты там еще пощечину дашь. Продолжай. То есть, во-первых, начинать с себя, да, то есть прям отслеживать и весь негатив менять на позитив, что ты молодец, ты можешь. Любое поражение — это всего лишь опыт, это всего лишь ступенька на пути там, к успеху. Начать с себя. Потом ты про окружение смотришь, да, Ага. что тебе говорит. Потому что ты можешь, знаешь, такая... Утром зашла в ванну, я красивая, я классная, все, я все могу. Приходишь там на кухню, а там муж, да? Что ты приготовила? Фу, какое на тебе стрёмное платье. Куда ты там собралась учиться? Какой-то бизнес создавать? Вот у тебя дети. Да ты вообще там прекращай заниматься ерундой. У тебя не получится. Все, да, самооценка опять там Мгм. села. Это очень важно. Слушай, ну можно же так и с утра до вечера себя расхваливать, так можно, наоборот, в гордыню свалиться и ходить таким все, все, да. Нет, И но не- мы не же уважать говорим других? о том, что мы, конечно же, мы должны действовать. Как не скатиться тогда в ситуацию, когда ты, наоборот, чересчур собой гордишься и собственными результатами ходишь хвастаешься перед всеми? Если честно, я не встречала таких людей, по крайней мере, за свой опыт. У нас в России вообще все плохо с самооценкой, что ты ходишь весь такой классный. Ну, только в Инстаграме человек может Мне быть. кажется, у нас как раз крайность. Либо человек себя осуждает, Мгм. либо, наоборот, он ходит и перед всеми хвастается. И тоже не очень приятный человек, надо признаться обычно. Ну, не Вот эти, приятно. когда выходят из Ламборджини, такие, да, ча-ча. Вот это, нет? Ну, как ты же заработал, значит, на Ламборгини. Ну и что? Как я говорю, что Не похож на счастливый человек. но это счастье, оно всегда про внутри, да, Мгм. то есть ты, как это, ты можешь купить себе яхты, но все равно у тебя в детстве не было велосипеда, да, то есть человек должен работать над собой, над своим развитием, работать с психологом, все свои травмы детства, потому что вот это вот все, это всегда непроработанное детство, когда у тебя не было велосипеда, и тебе нужно, на самом деле, человек, когда одевает на себя стразы, ремни, ламборгини, вот это вот все, и этим кичится, это он показывает родителям, заметь меня, да, уже мама, папа, даже если их нет в живых, ну, полюби уже меня, ну, посмотри, какой я классный, ну, похвали меня. И, как правило, в таких семьях всегда все равно мать до конца или отец абьюзивный, да, он приедет на Роллс-Ройсе, а мать ему все равно скажет, ты поправился что-то? Ну, то есть, как бы, ну, вот элементарно. И человек всю жизнь пытается там маме или папе доказать. Это его уже проблема. Но, с другой стороны, я говорю, что, возможно, это то, что его двигало к успеху. И, возможно, если мама его когда-нибудь все-таки похвалит, он поймет, что вообще в этом не было никакой ценности, и уедет жить на Бали и медитировать. Вообще у каждого свой путь успеха, и он такой достаточно интересный. У многих такой, у олимпийских чемпионов, почему многие там спиваются, или потому что вот, они получили заветную медаль и поняли, что вообще смысл, я вообще не хотела ее, я всю жизнь пытался доказать маме или тренеру, что я могу. Уверенность нужна тебе для того, чтобы ты не предавал себя, чтобы ты осуществлял свои желания, истинные, а не желания мужа, не желания мамы, не желания общества, что от тебя ждут. Также вот если бы я
удовлетворяло бы желание общества. Да? У нас общество требует, чтобы психолог был по-деловому одет, в очках, желательно уже там лет 50. Вот и сразу же у человека срабатывает триггер, что такому психологу можно доверять. И можно было бы ждать 50 лет, нарабатывать труды, еще бы 20 книг написать, и только потом бы уже о себе заявить. А можно было сразу же пойти в этот путь, сразу о себе заявить и сказать, что ну нет, я не согласна, будет все по-другому. И себя не предавать. Успех, он нужен тебе, он не нужен твоим родителям, он не нужен даже твоим детям, твоему мужу. Он нужен тебе, да, потому что самое ценное, что есть у тебя, это ты сам. И об этом не нужно, конечно же, забывать. И нужно... Вся жизнь, она одна. И очень будет потом стрёмно и обидно, когда ты в 70 лет поймешь, что ты всю жизнь жил вообще не своей жизнью, делал то, что тебе не нравится, удовлетворял чьи-то амбиции и не свои. И когда человек начинает заниматься то, что ему нравится, это тоже очень важно, поработает над своей самооценкой и начинает действовать, то 100% будет результат, 100%. Круто. Самое ценное, что у меня есть, это я. Мне понравилось. Конечно. Как? Ну, во-первых, ты для меня очень круто раскрылся. Спасибо. Мы с тобой хотя виделись несколько раз, там, в волейбол играли, ну так вот подробно не общались. Ты прям очень крутой чувак. Мне очень понравился с тобой. Спасибо. И у нас есть такой традиционный последний вопрос. Но я хочу, чтобы ты не торопился с ответом, Давай. а чуть-чуть подумал, подольше. Вот, поскольку мы с тобой снимаем видео для YouTube, то оно проживет больше, чем ты и я. Ой, клево. То есть оно проживет больше 500 лет, скорее всего, технологически. И представь, что если бы у тебя сейчас была возможность посмотреть видео со своим прапрапрадедом, ты бы это сделал? Конечно. Ты бы все отдал, чтобы его посмотреть? Конечно. Но мы это не имеем с тобой такой возможности. Но мы с тобой первое поколение в истории человечества, которое оставляет о себе цифровой след, такой видеослед именно. Ну да. Да? Да. Это как люди, которые первые могли писать на Это как бумажке. капсула времени, только в интернете. Да. Ты представь, какие-то люди первые, кто могли писать на пергаменте там, или на камнях, и мы теперь с ними общаемся через эту надпись. Да. А мы с тобой видео записываем, которое будет жить сотни лет. Теперь представь, что на самом деле именно эту секунду через 500 лет будут смотреть твои прапраправнуки. И решили посмотреть, что там за дед жил в цветной рубашечке. Шелковый, да? Кто он там? И у тебя сейчас 1 минута сказать им все, что ты хочешь. Отправить им послание, как ты говоришь, капсула в будущее. И что бы ты хотел им сказать? Смотри в камеру и скажи все, что хочешь. Если честно, я это все некоторое время назад сказал зрителям этого видео. Путешествуйте, любите, берегите свое здоровье, старайтесь быть хорошими людьми, не деградируйте. То есть я чисто от души сказал все зрителям, как и своим бы правнукам то же самое, потому что все с добром одинаково вам и своим правнукам, и своим зрителям. Все одно и то же. И еще в конце можно сказать, не бойтесь понтоваться, да? Можно так сказать? Ну, да, Ну, наверное. если ты говоришь ради мотивации. Да, ради мотивации, хорошо. Но ради мотивации других не бойтесь понтоваться. Да. Кайф. Спасибо тебе большое. Вот поскольку мы с тобой делаем видео не для запрещенного грамма, а для YouTube, то оно будет жить не 24 часа, а, давай предположим, что 500 лет. И твои прапраправнуки его когда-нибудь посмотрят и увидят, вот там бабуля такая жила. Ты посмотрела видео со своей прапрабабушкой наверняка, да? Конечно. А у них будет возможность это сделать, в том числе это видео. И представь, что ты им какое-то сообщение хочешь отправить, и вот все, прошло 500 лет, они включают ютубчик, неизвестно на чем там, на каком-нибудь метавселенной, и смотрят свою Я бабулю. заплачу, мне кажется. И у тебя есть 1 минута в камеру сказать все, что ты им хочешь. Ну, во-первых, я хочу сказать, чтобы они не боялись, что все страхи — это только в нашей голове. Все бабайки — это все придуманное нашим мозгом. Все на самом деле абсолютно не страшно. Все интересно. Всегда слово «страх», всегда заменяйте его на слово «интересно». И тогда ваша жизнь сложится потрясающим образом. Никогда не предавайте себя. Если вы не хотите что-то делать, всегда ищите способ, чтобы идти другим путем, идти другой дорогой. Конечно же, живите по совести, исходя из своих ценностей. Не позволяйте нарушать свои границы и не нарушайте границы других людей. Это очень важно. И очень важно жить с открытым сердцем. Любить, отдавать любовь этому миру и жить, конечно же, в этом
невероятном чувстве, потому что ничего нет ценнее любви и открытого сердца. Кайф, супер, спасибо тебе большое. Ты меня Спасибо. вдохновила. Спасибо. Все, кайф, ура.